Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Меня зовут Илья Левитов, вы на канале Левитов ЧС. Шахматы, как и любое дело, любая деятельность, имеют две стороны. С лицевой стороной нашей любимой игры все вы хорошо знакомы. Это радость соперничества за доской, удовольствие от чтения шахматных книг, просмотра шахматных видео или, если повезет, общение с шахматистами, с гроссмейстерами. Есть и другая сторона. Шахматы– это большой спорт. А в большом спорте огромные психологические и физические перегрузки, невероятное напряжение, жесточайшая конкуренция и давление, которое оказывается тренерами и родителями на спортсменов. У нас в шахматах об этом как-то не принято говорить. Мы, дескать, не спортивная гимнастика и не фигурное катание. Сегодняшнее интервью получилось очень тяжелым, но, по словам моего собеседника, оно нужно. И пора уже рассказать правду о том, как иногда у нас случается и какие судьбы бывают в большом спорте, в данном случае в больших шахматах. Сегодня у меня в гостях многократный претендент на звание чемпиона мира, один из сильнейших шахматистов 90-х и 2000-х годов Гата Камский. Гата, добрый день. Спасибо, Илья, польщен. Окей. Гата, где вы сейчас, что вы сейчас, расскажите, пожалуйста. Мы сейчас живем во Франции. Мы сюда приехали в 2020 году, как жена международной гроссмейстера по шахматам Веры Больцман. Она получила разрешение на учебу в Страсбургском университете. И мы решили переехать сюда. То есть там все оставили. Там это в Америке, да? Нет, мы же в России жили какое-то время. В России, да, жили после Америки, да? Да, после того, как мы с ней встретились, мы с ней жили в Сибири, потом мы с ней переехали в Питер, там мы решили пожениться, но поскольку я был американский гражданин, там были сложности, в то время пришлось нам жениться в Грузии. Достаточно, конечно, интересно, что в день нашей свадьбы в Грузии я еще сыграл тогда на ческоме в Title Tuesday. Как? Занял даже 3-е место, я помню, я был очень удивлен. Да, то есть такие даты очень значительные, запоминающиеся. И потом, мы в Питере жили. В Питере у меня мама тогда жила, я наконец с ней смог познакомиться, потому что мой отец с ней развелся, когда я был совсем маленький. Мама, в смысле мама? Родная мама, да. Родная мама? Да, она жила в Питере. Просто отец с ней развелся, когда мне было полгода или 1,5 года. И, моя сестра осталась с мамой жить. Да, они так разрешили ситуацию, что сестра осталась с мамой, а я остался с отцом. И потом, она навещала меня где-то раз в год. Там, конечно, жуткая история она рассказывала. То есть отец мне про нее почти никогда ничего не рассказывал. Если вспоминал, то, там все грехи от мамы шли. Неважно. Нет, это очень интересно. То есть вы не знали, вообще жива она, не жива она? Нет, или вы знали, что она жива? Я знал, что она жива, но просто я всегда с ней мало общался, но повезло потом, что мы когда переехали в Питер, да, из Сибири, то есть мы повторяли мои детские путешествия. То есть в детстве я родился в Сибири, а потом папа решил с меня сделать Паганини на пианино и переехал за это в Ленинград тогда. И потом с Ленинградом поехали в Америку, да. И уже столько лет мы в Америке я прожил, потом снова встретился с Верой, потом жил снова в Сибири, и потом мы снова поехали в Питер, да. То есть говорят, что жизнь повторяется, круг повторяется, но чтобы такого явного повторения у меня еще такого не было. Да, поразительно. Да. И вы, по сути, познакомились заново с собственным Да, то есть я познакомился с мамой в Питере, то есть когда я играл там, был Мирал Корчнова, до того, как мы еще переехали в Питер, то есть меня позвали туда, организаторы с Ленинграда, там прекрасное место, кстати, очень понравилось на этом Василеостровском острове, по-моему, да? Не помнишь? Я очень говорила только. Да, окей. Васильевский остров. Да, Васильевском острове, там очень красивое место было. И мама туда приехала, и потом, когда мы приехали в Питер, мы поселились там в новостройке, естественно, там у нас денег так много было. Купили там небольшую квартирку,
И интересно было, что мама жила там, если ехать на автобусе, где-то минут 40 на автобусе ехать было до нее от нашего района. А на метро нам был целый огромный круг через центр города делать. М. Вот. Ну окей, ладно, это мелочи. А, А, а с сестрой вашей вы общаетесь? да, Как? сестра приехала в Америку, когда мы приехали в Америку в 79 году, да, сестра приехала на следующий год, потому что там, значит, мама попросила, сложности у нее были тоже семейные ситуации. Мгм. Вот, и сестра приехала в Америку, но там у нас была такая же серьезная обстановка в семье, что в итоге она не выдержала и сбежала из дома. Там год жила как бы на улицах Америки. Это удивительно, конечно, было. Вот. И отец, когда это, значит, обнаружил, он как бы вспомнил себя, когда он в детстве тоже из дома сбежал в 6 лет. Мгм. У него была, правда, другая история. Он там хотел поднять восстание среди рабов Африки, там, насмотревшись фильмов тогда в те времена. Вот. Вот. И поэтому, когда она сбежала из дома, то есть он как бы вспомнил, что у нее действительно характер немножко его был. Вот. Мгм. И значит, он себя вспомнил, немножко ее пожалела. Вот. Но это было временно. Ну и потом в итоге, значит, она ушла из дома уже в 17 лет ей было. Она пошла в армейский рекрутмент офис, да. То есть она пошла В армию пошла. в армию пошла в Америке, да. Вот, я не помню, какой это был год, по-моему, это был год уже 90 где-то второй, может быть, 91-й. Вот, и она прошла экзамены и стала Марин. Марин, как это? Ну, это морская пехота, или как это Да, называется? морская пехота, и она там была Мгм. снайпером, значит, одна из лучших в своей роте. Вот, там она познакомилась с мужем, вот, с американцем испанского происхождения. Сейчас носит фамилию мужа уже все это время. То есть она вышла замуж там и трое детей, но живет в Америке, да. Ну, вы Вот, с ним ну, поддерживаете отношения, да? мы с ней поддерживаем, да, и с моим братом наполовину, как бы по отцу тоже. Он сейчас в России живет, Мгм. вот, тоже в Питере живет. Ну, как бы Ромка мы его зовем. Вот. С Мгм. сестрой меньше, конечно, сейчас вот. Но дело в том, что у нас с мамой как раз мы уехали из Питера в 2020 году, да, и мама моя продержалась там 2 года всего, она умерла 2 года назад, и там была Мгм. сложная история, потому что я не мог приехать на ее похороны, к сожалению. Вот, Мгм. но Юлька смогла, Юля, это моя сестра, вот, Мгм. она приехала с Америки, и Ромка нам очень помог там было все сложно. Вот, и поэтому здесь вот во Франции как бы 4-й год живем. Первое время жили в Страсбурге, но там было жутко. Э, И потом нашелся здесь шахматный мэр, который очень поддерживает шахматы. Это в Вот. Шатре или где? В Шартре, да. В То есть Шатре. и он поддерживал очень Фирузу, который приехал сюда тогда из Ирана, если помните, там эта история была, да. Э, Да. Огромные новости были, он приехал. Вот его поддержали здесь очень сильно, вся семья его здесь, клубы его здесь очень поддерживают. Он впервые в этом году наконец-то будет играть за наш вот этот шахтерский клуб здесь на Еврокубке, который должен начаться М. буквально через дней 10, да, это 19 Мгм. числа начинается. Э, Достаточно, конечно, очень интересно тоже. Вот, я в прошлом году играл за этот клуб, мы Еврокубки в Италии, но у меня там впервые в жизни там случился какой-то ужасный эпизод. У меня в emergency отправили, я там чуть не умер у них на турнире. Что Вот. случилось? Там отравление было, по-моему. Отравился. Вот, но там еще стресс был этот турнир, и я уже не в том возрасте, как бы все эти выдерживать, и я попал в emergency, там чуть сознание потерял. Вот, и Мгм. было жутко плохо. Вот, но окей, меня как бы вытащили, и я сказал, с тех пор я больше на такие турниры, ответственно, не поеду, да. То есть, просто я Ну, в просто знаю, классику, наверное, в классику уже играть не хочется, да? не то, что мне хочется, но просто уже слишком такой огромный стресс, и за все эти годы, вот этой, как бы сказать, сложной жизни, у меня как бы уже организм не выдерживает просто напряжение. То есть я в Бундеслиге тоже играл в прошлый раз, да. Вот у меня позиция, я играю с представителем тоже из Питера, который переехал сейчас в Англию на первый по рангу, Витягов, да. Витюгов. Мгм. Да. Вот, играя с ним лондонскую систему, немножко другой вариант,
Ну, он там как-то плохо отреагировал, буквально после 12 ходов у меня просто +2. Мгм. Вот. И я чувствую, что у меня позиция хорошая, вот, но просто в это время так жутко заболело сердце, я уже боялся, что просто сердечный приступ, вот, и не хотел втягивать команду, ничью, там, в плохое положение, предложил ничью, а наши где-то там проиграли на какой-то 5-6 доске и очень расстроились, потому что из-за этого мы как бы не вышли в плей-офф. Вот, и я сказал: ребята, я больше не хочу играть, потому что не хочу больше быть ответственным за команду, и как бы это может случиться в любой момент, и как бы, пожалуйста. И как бы Понятно. все, теперь уже перестал играть Да уже. хватит уже, гад, сколько Да, можно? уже хватит. То есть сейчас Сколько перешел можно? просто на тренерство, немножко играю в эти онлайн-шахматы, вот, и все. Вот. Гата, И скажите, а вот можете мне открыть все-таки вот секрет, потому что у вас так мало интервью, так мало на самом деле. Я думаю, вы просто это не очень любите, наверное. Я вас сегодня буду мучить. Я знаю, что вы не любите еще вспоминать свою жизнь и свою карьеру, но я вас все равно буду мучить, раз уж я до вас добрался сегодня. да, я Вот понял. скажите, Хочу вас предупредить, что у меня время на интервью только до 5, если можно 2 часа, вот это вот, ну, не больше. конечно, конечно, мы уложимся, без проблем. Скажите, Давай. вот Да. прежде всего мне интересно, вы когда попали в большие шахматы, в таком еще на тот момент очень раннем возрасте, ну вы, о вас правильно говорят, что вы как бы шахматный вундеркинд, может быть, на тот момент один из главных шахматных вундеркиндов, вы попали в 16, 15, 16, 17 лет уже играли в топ-турнирах. Как вы себя ощущали, вот, когда выходили на партию там с Каспаровым, с Карповым? Как это все ощущалось естественно или это был огромный стресс для вас? Ну, там была такая еще огромная подоплека психологическая, потому что я на самом деле же шахматы выбрал для меня отец, как бы, в детстве, да. Мгм. Когда с музыкой не получилось, он сказал: ну, давай займемся тем чем-нибудь. Вот, открыл газету, как бы, чем можно заняться, где можно там быть знаменитым и заработать денег, да. Мгм. Вот. Он открыл газету, и там в новостях вот Каспаров там претендент. Да, я сказал: ну вот, тут знаменитый молодой человек, почему Ага. не начать играть в шахматы? Вот. Конечно, такой вот дилетантский совершенно подход. Вот. И как бы тогда никакого понятия ни он не имел, ни я не имел, что такое Это вам шахматы. сколько лет было примерно? Это мне Или точно? было, я вам скажу, это было 7 или 8 лет. Вот. 7 или 8 лет. Мгм. Да, потому что мы переехали в Питер, мне было 6 с чем-то. Там он пытался целый год пробиться через эту систему, чтобы мне поставили музыкальную школу начальную, но Мгм. поскольку он добился того, что я в 6 лет, не в 6 лет, сдал экстерном экзамен в школу, и он хотел все быстрее сделать, чтобы я как можно быстрее закончил школу. То есть Мгм. я пошел в школу не в первый класс, а в третий класс. Мгм. То есть на 2 года все были старше, и он хотел то же самое провернуть с музыкальной школой, вот, чтобы я пошел не в первый класс, а в третий класс, потому что там, ну окей, я могу рассказать, это, а, значит, это у него идея зародилась из меня сделать Паганини еще в Сибири, когда мы жили. Вот, он тогда, как бы, после того, как разошелся с мамой, он решил такой вести немножко плейбой стайл в жизни, то есть Мгм. очень много работал профессиональным фотографом, как бы индивидуально, ни на кого не работал, на себя, да. Мгм. Вот, и как бы решил максимально экономить энергию. У него один из героев его жизни был человек по имени «Время не ждет» из романов Джека Лондона. Вот, и вспомните, да, то есть там человек действительно Мгм. экономил на сне, на всем. Вот, и, значит, отец, он решил из меня сделать, опять-таки, супер Паганини героя. Значит, что он сделал? Он так подошел достаточно оригинально. Он пошел в музыкальную школу, где подошел к симпатичным старшеклассницам последних классов, да, Мгм. выбрал 3 девушек и сказал им: так, вот давайте, девушки, в общем, я могу вам предоставить, у меня трехкомнатная квартира в Сибири, он сказал, и могу вам предоставить как бы бесплатное жилье, то есть вы будете хозяюшками там, Мгм. готовить. Вот. Единственное, с вас требуется, чтобы там каждый по одному часу занимались с моим сыном, вот, обучали его пианино. Вот. Не стандартный подход. То есть в те времена еще, да, учитывая, что это был Советский Союз, да, вот. То есть это начало 80-х, да, такое? Да, это было начало с 80-х, да. То есть, и вот
Знаете, очень интересно, но вот память у меня была хорошая, потому что как бы в детстве, да, то есть, тем более они же так вот занимались со мной, понимаете, да, что так, ну, чуть-чуть там что-то дадут, но Мгм. никакого насилия, ничего, то есть там не хочешь заниматься, не надо. Вот, Мгм. но желательно вот надо все-таки там для буквы немножко там что-то побренчать, вот, немножко Мгм. ноты мне дать, вот. И я помню то время, когда жили в этом, как было довольно спокойно и весело, да, вот. Мгм. Вот. Ну, конечно, все это потом закончилось, потому что квартиру поменяли из этой трехкомнатной, переехали в Питер, мы жили в коммуналке. То есть единственный способ, он нашел А поменять в свою Питер квартиру. почему переехали? Ну, потому что он хотел продолжить мое образование, опять-таки сделать меня программистом. Продолжить музыкальную карьеру, да? Да, музыкальную карьеру, да. Вот. Единственный способ он нашел, это поменять на коммунальную квартиру. Там было, я не знаю, сколько, 18 квадратных метров. Я хотел, когда в Питере жили, вот с Верой 3 года, да, почти, туда сходить, но как-то не нашел сил посмотреть на это место. Вот. То есть он жил, по сути, ради вас, что ли? Так получается? Да, он типа, основная идея была, жил ради меня, но как бы одновременно с меня был огромный спрос, потому что Ну, нужны понятное были, дело. нужны были результаты, чтобы оправдать вот такое все это жертвы. Мгм. Вот. А как бы то, что я был просто ребенок, по сути говоря, это как бы никого не интересовало особо. Вот. Мгм. И в этом были огромные сложности тоже. И опять-таки, он когда начал со мной заниматься шахматами, мне повезло то, что очень сильно, что мне попался такой супер тренер, как Владимир Григорьевич Зак, который воспитал и Корчнова, и Спасского в прошлом. Мгм. Вот. То есть Он мы какой-то пошли... был для вас, ну, отдушенный, что ли? Вот он же человек Это был достаточно теплый, да? единственный отдушины просто в моей жизни в то время. Да. Я ему очень благодарен. Мгм. Вот он как бы меня понял, что это у нас отношения сложные. Вот как-то раз после того, как мы поехали на чемпионат СССР среди юниоров в 1986 году, вот он тогда поехал с нами, я тогда плохо сыграл, но опять-таки я как бы не хотел заниматься шахматами, я просто хотел ну, жить как жизнью простого ребенка, да. Мгм. Вот. Мгм. Меня постоянно отец тут с подпалкой как бы заставлял заниматься шахматами. Вот я как мог, плюс один был. Обычно в семье все-таки там роль отца и мамы, там мама как бы немножко смещает роль отца, да, Мгм. здесь я жил Да, у один. вас не было, да? Да, отец жесткий был человек достаточно, плюс немножко у него психика поменялась после того, как он провел какое-то время в тюрьмах советских тоже. Мгм. Вот, в общем, иногда были такие жуткие совершенно припадки у него, которые я сейчас вспоминаю, как бы раньше я не мог об этом говорить, естественно, да. То есть там были Мгм. эпизоды, он тоже, опять-таки, нестандартно мыслил, и один из подходов, который он нашел, чтобы помочь мне шахматами в своем роде, да, он был такой в Питере тогда знаменитый шахматист, бывший чемпион города по имени Владимир Шишкин, Мгм. мастер. Вот, талантливейший человек, игрок. Но после того, как там с ним что-то случилось, какая-то история, он не поладил с федерацией, он ушел в запой и стал зависимым от алкоголя очень сильно. Мгм. Вот, отец его откопал, значит, э, пригласил домой в коммунальную квартиру тогда и сказал ему, вот, будешь заниматься, значит, будут тебе платить. Единственное условие, что не будешь пить. Вот. Жестко так было. И как бы, ну, знаете, человек держался. Я помню, он очень не любил этим заниматься, но ситуация заставляла, денег не было, а как еще заработать, да? Вот, и он со мной сидел, он То первое есть ни время... он не хотели заниматься, ни вы не хотели заниматься. Да, но как бы, знаете, иногда сближает людей таких вот Ага. несчастливых по судьбе. Вот, и я сижу, ну, надо, да. И он сидит тоже надо, но что просто так же не будешь со мной сидеть, правильно? Мгм. Вот, и все равно он дает мне какие-то позиции, начал давать мне какие-то этюды. Тогда в те времена не было интернета, знаете, было Мгм. что, радио было, и были советские вот эти вот, как называется, в газетах, да, в газетах были рубрики. Да. Да-да-да. И он открывал вот эти вот газеты, там были шахматные рубрики, и были там партии, этюды в основном были, и он ставил мне этюды оттуда. Мгм. И раньше было так, если вы, значит, предлагали с читателем, значит, позвонить куда-то, чтобы решение там свое выдать, Ага. да, Ага. вот. И, значит, он мне ставил эти этюды, да,
иногда, первое время он мне, конечно, все подсказывал, вот, потом потихонечку, значит, я начал немножко соображать тоже, вот, и он Мгм. мне говорит, ну, позвони туда и скажи им свое решение. Вот и мы звонили, там из этой коммунальной квартиры, там бегают соседские дети, там Да. шум, крик, там гам, там постоянно ссоры были, там женщины между собой, там женщины Мгм. с мужчинами. А вы Вот, там и я звоните: "Алло, да, Е6, Е6". да. Вот, и я звонил там и пытался через этот, перекрыть этот шум и сказать вот этот ход. Вот, отец приходил там и ржал, я помню, там на все, Ага. что происходило. Этот мой тренер Шишкин Владимир, он тоже так немножко уже начал посмеиваться с иронией. Вот. Но все равно, значит, с ним он меня как бы спасал, да, от эту вот монотонии, вот эту вот быта. Мгм. То есть, вот, конечно, были ситуации, когда он приходил очень выпивший, отец там его ругал, там, тащил его в ванну, там, чтобы э, холодный душ, чтобы все это с него выбить. Вот. Но в то же время он меня тоже спасал. Было время, когда вот, что-то я не так сделал, отец с ним разозлился, начал бить, как всегда, и он меня спрашивает, будешь так делать, будешь так делать? И меня там что-то нашло, я сказал, да, буду. Он так разозлился, и там просто потерял контроль, и Владимир меня тогда спас. Он говорит, Мгм. слушай, что ты Мгм. делаешь? Вот, и в какое-то время тоже был шахматный турнир. Я тогда ходил в этот клуб имени Чигорина, он до сих пор вот есть. Вот, ну, тогда он было королевское здание, да, там Мгм. огромные вот эти люстры, там чемпионат Ленинграда проходил. Тогда впервые тогда сыграл с Гроссмейстером Тайманом. Мгм. Я помню, был чемпионат Обыграли его, Ленинграда. да? Ну, я его обыграл, да, но там турнир в итоге не очень сложился. Но как бы у меня есть эта фотография, да, там я играю, такой маленький мальчик играет Ага. с этим знаменитым гроссмейстером, который играл с самим Бобби Фишером. Да. Вот, и прямо нашу партию поставили в центре сцены. Мгм. Вот, и там люди сидят, смотрят. И огромные шахматы, вот эти вот доски деревянные, да, там товарищи двигают. Выбирали самых рослых Мгм. разрядников, которые вот фигуры тащили, вот эти вот показывали на этих досках. Да. И вот я помню, как-то раз было то, что сидим мы с Владимиром Шишкиным, разбираем партию, и что-то у меня там не получилось. Отец пришел очень злой тоже, начал меня обвинять, что я что-то играл. Вот. И я помню, я что-то не выдержал, снова рявкнул, просто надоело за дня в день одно и то же. Он меня просто взял там стулом по голове, как это, у меня кровь пошла. И, значит, Шишкин просто напугался, что у меня просто сейчас конец будет. Вот, и ушел. Ну, как бы отца все немножко охладел, отец видел кровь тоже там, врубился в сознание. Поехали к доктору, ну, естественно, мне сказал, что если я доктору скажу, что мне просто конец будет. Вот. Доктор меня как-то вытащил наедине, но я тогда боялся, я помню его. Очень сильно я ничего доктору не сказал, скажет, ну да, упал. Вот. Просто у меня был такой случай, что я как-то раз вот, э, мы тогда просто переехали в Питер, да, вот, и я пошел в школу, я помню, какую-то он мне нашел школу. Ну, отца-то не получалось работу найти, было очень сложно, особенно частником работать, Ирина, было очень сложно в большом городе. Вот, и, значит, он тогда немножко тоже начал пить, вот, чтобы это, видимо, как мне потом объяснили, люди, которые родились после войны, было тяжелое время, и у них не было таких вот моментов, чем-то заняться, как бы отойти от этой тяжелой жизни. Единственный способ был просто пить. Ну да. Вот, в те времена. Вот, и особенно у него тоже, и жизнь была непростая совсем, мне как-то рассказывал там постоянно о своей жизни. Я понимал, что жизнь непростая. Вот. И, значит, люди, когда входят в это состояние, да, они как бы немножко теряют контроль над собой, все такое. Пусть это как он подразумевал, но мне говорил, что это ты мне говори, типа, останавливай меня, да. Мгм. Вот. Как-то я пытался ему очередной раз остановить. Он так как-то сперва первое время он как бы держался, помнил вот это слово, то, что он мне дал, да. Мгм. Вот, но потом как-то остановился и сказал, типа, я вообще слишком мал, чтобы вообще что-то ему говорить. Вот, как бы наказал меня, сказал, что я больше так не делал. Вот. То есть я когда нарушил свое слово, как бы я понял, что человек, ну, если отец, который нарушает свое слово, человек, который должен тебя защищать, с одной стороны, да, воспитывать, давайте примерно, если он сам нарушает слово, ну, что делать? Вот.
Я, И чем были шахматы в этом аду? шахматы просто очередное занятие, которое я должен был делать, которое мне дали. То есть как школа была примерно, опять-таки уроки. То есть единственное отдушина у меня в то время было то, что у меня были книги. У отца была огромная библиотека, он очень любил Мгм. читать. То есть я брал книги и читал их, да. То есть, естественно, поскольку детства не было, особенно я не мог на улице бегать там с детьми, должен был сидеть дома и делать занятия постоянно. Вот, я читал книги, забывался и уходил от всего этого. Вот, ну просто чтобы, окей, закончить историю, чтобы так это... Просто у меня был такой случай, опять-таки, после очередного этого, как он нарушил слово, мне куда идти? Я решил там, может быть, там директор школы поможет мне, да, я ему сказал, что такой случай, и не знаю, что делать, да. Вот, нас отца вызывает в школу, значит, с ним там идет разговор, он приходит домой, ничего мне не говорит, закрывает дверь, там все, просто берет открытую комфорку и как бы жжет мне руку и говорит, еще раз будешь Павликом Морозом, я тебя просто прикончу. У меня были любимые слова, вот это Тараса Бульбы, я тебя породил, я тебя убью. Мгм. Вот. И он говорит, в следующий раз еще кому-то пожалуйста меня, вот будь готов к тому, что просто я тебя прикончу. Вот. И с тех пор я понял, что просто нельзя никого надеяться, что надо выживать в таких условиях. И, в общем, отец мне часто потом этот случай припоминал, то, что типа... Вот. Но он припоминал в том случае, что типа я должен его слушаться и не должен там идти куда-то просить помощи, да. Вот. И я-то помню этот случай немножко по-другому. Я помню случай, что он нарушил свое собственное слово и что меня заставило после этого пойти. Вот. Но, естественно, он этого не хочет помнить, он помнит свою версию. Вот. А так-то я не думаю, что любой ребенок пойдет жаловаться на своих родителей просто так вот. Ну, короче Сколько говоря, вам было опять, лет, Агата? ну, мне было опять-таки лет 8 или 9, то есть я был совсем пацаном. И поскольку мы жили одни, опять-таки не было защиты, но приходилось вот радоваться тем моментам, когда вот был Владимир Шишкин, вот, и потом, когда появился Владимир Георгиевич Зак, вот я пошел к нему. Мы же тогда пошли во дворец пионеров, он пошел по разным вот этим вот тренерам, которые тогда были, ни Мгм. один не принял. Потому что они все видели отца, они поняли, что с ним Мгм. лучше не иметь дела. Вот. Но Владимир Григорьевич, он так посмотрел на него, посмотрел на меня, ему, видимо, мне стало жалко меня. Вот. Педагог был с И большой он буквы. тогда, да, он тогда сказал, я возьму, но давайте возьму на таком условии. Я сыграю с вашим сыном, там, матч чисто партия, назвал это так вот. Вот, и потом решу, брать его или не брать, окончательно, да. И он взял такой испытательный срок, чтобы, видимо, изучить меня немножко. Мы с ним беседовали, он спрашивал вопросы, вот, играли партии. Он мне очень, конечно, понравился, запомнился вот это время, которое я с ним проводил. Вот тогда вот, да, это было точно отдушина, да, большой для меня. Вот. И потом он начал немножко развивать интерес к шахматам. Ведь главная задача вот педагога иногда бывает не просто научить там азам, да, а вот чтобы у ребенка был интерес. Вот это, я считаю, просто И у вас возник ключевой. интерес к шахматам, да? Да, у меня возник, он мне тогда подарил, он понял, что меня интересуют книги, я люблю читать книги. Он мне тогда подарил совершенно замечательную была, я не помню, до сих пор не помню, не знаю, как называется эта книга, но там была такая шахматная сказка, такая огромная большая книга, там были рисунки фантастические, такая история была колоссальная. Я вот зачитывался этой книгой, я помню, и вот эти шахматы для меня стали больше, чем просто деревянная доска и фигуры, а как бы стали персонажи, вот, и сказки, и, ну, ребенок же, да, вот. И потом у него там была эта группа, он меня в итоге принял, мы, конечно, не сыграли 100 партий, сыграли максимум партий 13, но Мгм. опять-таки, видимо, он все равно что-то увидел во мне, да, и оставил, как бы потом начал приходить к нему в группу. А, Там тоже своя история была. Чтобы дойти до этого Дворца пионеров, мы жили на Фонтанке, дворец тоже был на Фонтанке, но там надо было идти пару километров. Вот, и вдоль вот этой реки Невы, да, Мгм. до Фонтанки. А, Там, конечно, были фантастические истории. Я как-то шел, напевал какие-то песенки, там пускал бумажные кораблики вот по этой Мгм. реке, да, смотрел. Ну, ребенок, чего хотите. Вот, и, значит, как-то раз ко мне подошел человек, ну, говорит, парнишка, ты там что-то поешь, там что-то... И
Значит, у меня единственное, что была такая штуковина, что папа очень сильно давил на то, что он типа татарин, да. Мгм. Вот, и меня в школе там все дразнили, да, там татаро-монгольская ига, там, ну, по-детски, вы сами понимаете, там такие детские драки были немножко. Мгм. Вот. Я иногда представлял себя в роли вот этих вот, да, вот этих вот исторических персонажей. Мгм. И это один взрослый дядька услышал, и он говорит: ты что, татарин? Я говорю: ну да, так посмотрел на него косо. Он говорит: «А, можно с твоим отцом познакомиться, да? Я говорю: ну да, он там работает фотографом рядом с огромным там магазином, вы найдете, там у него табличка есть. В итоге оказалось, что этот человек был знаменитым, потом стал комиком. Я не помню, как... Мгм. вот там, по-моему, звали Хасанов или Гасанов, там, в общем, Ага. очень интересно потом было. Он познакомился, он там приходил к нам домой и ставил вот эти вот свои номера, да, и потом шел там на сцену, у него было первое, Обалдеть. там стал знаменитым, и потом часто приходил. Вот. Я даже помню, что мы в Ленинграде как раз пошли на концерт Высоцкого. Вот это было огромное событие, конечно. Вот, папа достал билеты, опять-таки, через знакомых. Он был... Это вам сколько? Ну, это было совсем мало вам. Он же в 80-м году умер. а, Это значит, вам было в меньше 80-м 6 году лет. умер, да? Да-да-да. Во время Олимпиады в 80-м году. Значит, мы приехали, значит, туда, да, Может быть, это и... не в Ленинграде был концерт, а где-то в Новокузнецке или где-то? Может быть, да, но мне казалось, что это в Ленинграде, потому что я точно помню, что там работала женщина, которой папа нашел подход, чтобы купить билет на этот Ага. концерт. А, Но, может быть, вы правы, да. Может быть, это было до Я того, как мы точно туда знаю. Мгм. переехали уже, да. Вот. Может быть, до того, как мы туда переехали, да. Да. А, Память иногда играет с нами Да, такие истории. согласен. Но я помню точно, что это был Высоцкий, потому что я помню, что там был дядька, я не понимал, почему так зал огромный, весь заполненный, и тогда не понимал, почему все его слушают. Мгм. Вот. И там было два человека, я помню. Все, что я помню, там было два человека. Один там пел, а второй наигрывал. Вот. Мгм. Потому что я потом вспомнил, что он как бы все-таки он был специализировался на то, что он поет больше, да, играет он как любитель, и ему потом Мгм. дали напарника, вот этот, который уже профессиональному аккомпанемент делал. Да. Вот. Ну, в итоге так вот пошли мои шахматы, потом мы с Владимиром Григорьевичем Заком поехали на чемпионат России первый, да, тогда в 86 году был. Мгм. Вот, я тогда плохо сыграл, вот, он в итоге устал от наших вот этих постоянных напряжений с отцом, вот этих отношений сложных, и он перестал быть там моим тренером. Вот, в 87 году мы тогда поехали, я стал впервые чемпионом. Нам тогда помог другой человек, очень тоже из Дворца пионеров. Он был тренером моих конкурентов, как бы, но Мгм. у них не очень шла игра, а было откладывание, был ладейник. И папа не знал, как помочь, он решил, значит, пойти к нему, попросить помощи. Тот согласился. В итоге я спас совершенно безнадежный ладейник, потому что мой соперник записал ход. Мгм. И единственный ход, видимо, который давал мне шанс на ничью, и я там как-то чудом спас позицию, стал чемпионом, после как в последнем туре с Тивиковым сыграл. А это была То есть отложенная это в партия. 13 лет вы стали чемпионом СССР среди юношей? Это был 12, да, 87 год, я тогда еще не исполнилось, еще 13. Мгм. 12 лет. Но Вот. это уникальное достижение, да? На тот момент был. Да, но опять-таки, я же тогда особо теории не изучал. То есть отец мне давал там вот эти вот, когда дома я сидел, он мне давал, ставил кучу книжек, говорит, ты должен все это пройти. То есть я не Ага. понимал тогда в детстве, что он понимает, что я это все не пройду, но хотя бы что-то, если сделаю, то уже что-то. А Мгм. что я делал, я просто как бы, окей, он как только он уходил, я сразу шел в библиотеку, читал детские книжки, вот, и перекладывал эти книжки, и он меня спрашивает, приходит, прочитал, я говорю, конечно, все прочитал, да, все А, сделал. он же проверить не мог, да, слава богу. Ну, проверить не мог, но, естественно, было понятно, что я же не могу все это прочитать, то есть, понятно, подразумевалось, Мгм. что на самом деле, то, что я хоть что-то просто прочту, ну, вот. То есть я там действительно что-то там, одну страницу проходил максимум в день, но даже если по одной странице проходишь в день, это уже что-то, правильно? Вот, если Мгм. учитывая каждый день это делать, то есть все равно какие-то знания добавлялись. Плюс Но вы потом, чувствовали в тот момент, что вы уже в шахматы хорошо играете? Ну, если вы там выигрываете чемпионат СССР? честно Или говоря, как? Или нет, это но все на автомате было просто? нет, ну, понимаете, в шахматы как бы еще одна отдушина была, да, то есть когда я играю в шахматы, то есть я ухожу от этой жизни, от этих проблем,
И Мгм. как бы раньше там надо мной смеялись, почему я так долго играю в безнадежной позиции, не сдаюсь никогда. Потому что не хотелось домой возвращаться, ну, естественно. Поэтому я сижу, оттягиваю этот момент, когда надо идти домой и получать как бы нагоняй, да, за то, что Мгм. проиграл партию. А каждый Вот. раз после поражения был нагоняй? Ну, естественно, каждый раз нагоняй. Вот, но с другой стороны, понимаете, это как бы дало этот навык, то, что люди сидят в выигранной позиции, они расслабляются, и иногда мне даже удавалось спасать эти позиции. То есть мне Владимир Григорьевич Зак не только дал как бы вот этот открытый вариант испанской партии, который, конечно, он Корчной играл всю жизнь, вот, Мгм. и после него я этот играл, да. То есть дебют тяжелый на самом деле, то есть если ты не понимаешь особенности, то там легко можно получить плохую позицию прямо в дебюте. Мгм. Вот. Но вот это знание защиты вот плохих позиций и потом поиск вот этих шансов, вот цепкость очень важна в шахматах. Без этой Мгм. цепкости как бы и переигрывание соперника из тяжелой позиции в хорошую, я считаю, что это огромная вещь, и без знания этого, без практики этого невозможно стать сильным шахматистом. Вот. Потому что, опять-таки, дебютов много разных, да, а вот стиль игры, вот, мелочи, понимание, что вот каждая мелочь в шахматах имеет значение, особенно с детства, да, и понимание того, что один плохой ход, и ты можешь проиграть партию из-за этого, да, это, я считаю, тоже было очень огромное, по крайней мере, практическое значение имеет, и потом повлияло. Мгм. Вот. Потому что вот смотря на этих текущих вот игроков типа Круана, да, он тоже у него огромная цепкость. То есть я помню, я с ним играл в классику, у меня был перевес, но я чуть-чуть одно не точно сделаю, и он уже выскальзывает, и у меня с ним очень плохой счет был. Мгм. А, Плюс другие тоже. Я не говорю про Магнуса и всех других, но из всех модерн шахматистов мне так запомнился Курана больше всего. Он очень-очень цепкий был. У него тоже жизнь была непростая, естественно. Вот. У него похожие были проблемы. Ну, естественно, в гораздо-гораздо меньше. Да, я понял, да. Растворимые проблемы. Такие же, но Вот, в растворе, я бы да. сказал. То есть и потом, естественно, возникла ситуация, да, был Советский Союз, значит, я стал чемпионом среди юниоров, но отец на основе этого смог, он понял, что нужна помощь, и поэтому он как бы зарегистрировал меня в спортклубе «Динамо», да, считался одна из тогда наиболее влиятельных спорторганизаций в Союзе. Вот благодаря этому влиянию он смог добиться того, что я смог играть в каких-то турнирах в России, потому что мне не давали играть, потому что сказали, что он достаточно талантливых шахматистов. И я помню, были случаи, мы приезжаем на какой-то турнир, и там созваниваемся с Москвой, и она говорит, типа, нет, мы не даем разрешения вам принимать этого шахматиста. Вот, он тогда зарегистрировался в спортклубе там, «Динамо», и они там смогли найти общий язык, и тоже благодаря спортклубу «Динамо» нам дали квартиру уже из коммунальной, мы наконец-то переехали в свою квартиру, там новостройка где-то была. Вот. Но тоже ближе было уже перед отъездом, да. Вот, потому Мгм. что потом в 89 году, в конце концов, до этого мы в 88 поехали на чемпионат мира среди юниоров до 14-16 лет, я не помню уже. Вот там И он как вы там там был. сыграли? Я помню, тогда проиграл израильтянин, но не стал чемпионом. Он Мгм. там парень был неизвестный совершенно, но играл абсолютно блестяще. Вот. Я Мгм. помню, что Широв там стал чемпионом до 16. Вот, но цель поездки была не в этом. Цель поездки была в том, что там отец познакомился с американцами, представителями Мгм. американцев. И там был э, значит, шикарный парень был знакомый. Потом Джон Литвинчук. Мгм. Вот. И он, значит, потом поговорил с представителем Американской Федерации, и они послали мне предложение на то, чтобы приехать на Нью-Йорк Open в 89 году. Мгм. Вот. Самое интересное было в том, что тогда же все решал спортивный комитет, Да. несмотря на то, что этот человек получает приглашение, вот, они решают. Но дело в том, что мой отец это понимал тоже, и он пошел, значит, в «Динамо», там генерала, который заведовал, попросился ихней поддержки. Мгм. Я извиняюсь, там ихней, неправильно это сказано, но Ну, неважно. опять, Их. надеюсь, все поняли. А, И потом он поехал лично вот это в Москву и лично в этот комитет, который решал, дать мне поехать на Нью-Йорк Open или не Мгм. дать.
Вот. На этом комитете присутствовали Бах и другие ребята, по-моему, там Рошаль тоже был, насколько я понял. Ну, скажем для И наших зрителей, что Александр Бах был такой, он еще с Сталем дружил, работал, был долго руководителем шахматной федерации. Рошаль тоже такой очень влиятельный человек Карпов. Ну, такие это большие люди советских и российских шахмат, да, и скажем самое так. интересное, что он как бы, они с моим отцом, они все подружились, нашли общий язык. Видимо, люди одного поколения, там интересны были. Мгм. Вот. Но там дело в том, что еще Крогиус был, который очень недолюбливал меня и отца. Вот. Ну, окей. И потом мне Бах рассказал, на самом деле, что произошло на этом митинге. Все понимали прекрасно, что отец едет туда, чтобы там остаться. Мгм. Вот. Но чтобы не попасть потом под раздачу, не потерять свои места, надо было разделить ответственность не на одного человека, а на трех, потому Ага. что сразу трех тогда не выгонят. Да? Мгм. Да, то есть... Советская чиновничья бюрократическая такая смекалка, да? Да. То есть я потом через немного лет встретился, когда он мне это рассказал, мне стало интересно. Вот. Спустя время очень много на прошлое смотришь и понимаешь, что вещи были не такие простые, как на тот момент казалось. Мгм. Да. И в итоге, значит, мы поехали в Америку. Я типа учился в английской школе с углубленным изучением английского языка. Мы приехали в Америку, отец говорит, ну, пойдем посмотрим, надо позавтракать где-то, да, вот, зашли там, ну, в забегаловку, фастфудовскую там какую-то. Мгм. Он говорит, ну, я что-то ничего не понимаю, скажи мне, что стоит? Мгм. Спроси у него. А я не знаю, я знаю, как сказать там, ну, вот, Питер the Great бил, там, да, вот, как помните, там в концерте сказал Галкин, да, Лондон the capital of the Great Britain, да, то есть Да. такие вещи, в таком стиле, да, вот. И я не могу спросить, сколько стоит. Я знаю там большие вещи, вот, политические события. И отец меня так смотрит на меня, говорит, ну ты же в английской школе с углубленным изучением английского. Я говорю, ну мы такие практические вещи мы не изучали. Вот. И, короче говоря, там в итоге там на языке жестов как-то объяснялись. Потом нашли китайскую забегаловку. Там девочка работала молодая, она смотрит на меня с отцом, видит, что мы заказываем по мелочи, да. Вот. Она начала там нам курицу класть, а сверху огромной пачкой риса прикрывать. Мгм. Вот. И там какой-то китаец, который на кассе стоял, он ей что-то кричит, она говорит, не, это рис. Вот там, в общем, удивительно, что вот китайка, которая жила в Америке, Проявил какое-то сочувствие, да, к вам? сочувствие, да, то есть, видимо, тогда, если, я не знаю, насколько близки тогда были Китай и Советский Союз, но люди все-таки, они были, как бы, менталитет у них немножко был схожий, они как бы все равно дружественны были в те времена. Мгм. Вот, и вот я чувствую на этой основе, там, она нам тогда немножко нам помогла, я помню. Ну, и в итоге, естественно, остались после этого турнира, там, папа там связался с людьми, там, нам даже представили агентов ФБР, там, чтобы не было там это, потом огромная была пресс-конференция, там, политическое убежище. На самом деле, какое политическое убежище? Просто отец хотел, чтобы у меня была возможность, чтобы я играл в шахматных турнирах, потому что... Удивительно, что такой, извините, что прерываю, говорит, удивительно, что такой человек, который творил такие вещи, тем не менее, все время за вас впрягался, пробивал и в итоге пробил стену, вообще, можно сказать. Да, но вы понимаете, конечно, что для меня я этого ничего не понимал. Да, Конечно, я понимаю. да, Это то был есть я этого шок, ничего это не был понимал. очередной шок, да, какой-то отъезд в незнакомую страну, никого не знаете, ничего не Естественно, знаете. да. То есть он мне объяснял, что у него жизнь тогда была в России хорошая. Да? У него были фотографии, у него была вот эта вот вторая жена, все шло прекрасно, были деньги. Он приехал из России в Америку ради меня, опять-таки. Но мне тогда казалось, да, что все-таки он как персонаж многих вот этих вот книжек, я не знаю, если там, особенно французских книжек есть, часто такой персонаж, провинциальный герой, он хочет доказать, что он что-то Провинциальный больше, герой. чем просто житель провинции. У него есть огромные планы, амбиции, мечты. Он переезжает в столицу. Вот. Естественно, он не мог уже сам всего этого добиться, он решил этого добиться через меня. Да? Но опять-таки, то есть я считаю, что человек не должен, особенно взрослый, возлагать слишком такие большие надежды на паренька. Да? Если у него есть амбиции, пожалуйста, добивайся. Да? Но опять-таки, мне, честно говоря, просто не хотелось жить иногда, да, я чувствовал себя просто не человеком, каким-то инструментом, которому говорят, делай то, делай то, делай то. То есть
Я понимаю, да, многие говорят, что ради меня все это делал, но опять-таки ради меня ли это все он это делал, да. И, во-первых, с тем, что это у меня много ничего не было. У меня потом огромные были проблемы в жизни из-за много всего этого. Ну, неважно, окей. Сейчас идет дело о Не, шахматах. Гад, Я потом если вы об понял, этом говорите, то да, я то там есть как бы... просто для меня, опять-таки, эти поражения, выигрыши в жизни, в шахматных турнирах, это ничего не значило. То есть он радовался да, этому больше, чем я, потому что я понимал, что это он чувствует, что это он выигрывает, и для него он получает результат, он получает призвание, да. Я помню все эти интервью, которые он тогда проводил, он же всегда там начинал говорить, там, спрашивает у меня, он перехватывает разговор и начинает все рассказывать, там, и все превращается... Это у него берут эти интервью, понимаете? Я был доволен, окей, пожалуйста, я очень рад. Потому что если я вдруг скажу не то, еще что-то не то, он там сразу начинал злиться. Вот. Прекрасно, он любил очень это внимание и всегда там... Короче говоря, до меня дошло, что чем быстрее я с этими шахматами там, стану чемпионом мира, тем быстрее он от меня отстанет. Вот. И как бы, когда это я понял, да, я понял, что окей, значит, надо серьезно заняться шахматами. Да. Это в Вот. каком... Это когда вы в Америку приехали, такое понимание? Да, когда я приехал в Америку... Новая идея появилась, да? Да, у меня появилась новая идея, до меня наконец дошло, осенило, да, что, может быть, хватит сопротивляться, там, хватит заниматься фигней, значит, там, играть в компьютерные игры, там, читать книги, пока его нету. Вот, потому что он каждый раз, он там сидел дома, сидел в другой комнате и забегал потом ко мне в комнату, чтобы меня схватить, потому что я не занимаюсь шахматами. А я же там, у меня был компьютер, и я сообразил, что там можно нажать на кнопку, сменить экран. Он уже этого не понимает. Вот. Вот. В общем, такие были истории. И потом, когда я с Полгар общался, как-то мы с ним провели кемп, вот, я им рассказал эту историю, они ржали, потому что у них происходило то же самое. У них отец... Ну, да, тоже у не них особо тоже любили. воспитание было там не... Да, шахматами заниматься они тоже не особо любили. Там говорили, о чем там... Но отец их тоже забегал в комнату и проверял, чтобы они играли в шахматы. Ну, короче говоря, значит, мне было уже 17 лет, я понял, что это никогда не закончится, что надо что-то с этим делать. И тогда я сказал так, хорошо, я, значит, готов заняться шахматами, но мне нужна помощь, потому что, естественно, я один не потяну. Там были команды. Вот. И он тогда сразу организовал там командный состав. Но нужно было доказать серьезность моих намерений, то, что я серьезно решил заняться шахматами. Значит, и надо было как бы выйти в кандидатский в БИЛь. То есть в БИЛе в 1993 году был межнациональный турнир. То есть я до сих пор смотрю на эту нынешнюю систему розыгрыша чемпионата мира, я считаю, что старая система розыгрыша была намного лучше, честно говоря. Вот эта система зональных турниров, потом огромный межнациональный турнир, и потом кандидатские матчи. Вот. Там, если... Я же вырос с детства на этих кандидатских матчах, да, там вот эти знаменитые кандидатские матчи, там, где Каспаров всех там снимал, там, Фишер всех снимал, 6-0. Сейчас просто кандидатский турнир, ну окей, кандидатский турнир. А тогда же вот эти матчи, это драма, трагедии, там, это же огромный интерес к шахматам, не только в шахматном мире вызывали. Система была, я считаю, тоже достаточно справедливая. Какие вы сыграли за жизнь матчи кандидатские? Ну, да. Фильм снять. По каждому. Да, и в итоге в БИЛе там прекрасная территория, там отец впервые там не ругается, он там понимает, что решил пойти мне навстречу, что там некоторые небольшие неудачи были. Вот. Но я там ни одной партии, правда, не проиграл, стоял очень подозрительно в некоторых партиях, но я тогда занимался, вот, дебютом занимался, опять-таки чуть худшие партии, у меня была огромная цепкость, счет был у меня просто феноменальный, молодой был, быстро все соображал. И как бы цель была, да, появилась цель, как бы все, надо закончить с этим, выйти на чемпионат мира, и все, и тогда сможешь. Вот, все, появилась цель, и как бы этот межнациональный я не проиграл, и что повезло, что я набрал там свои +3, не помню, или +4, и последние 2 тура там известная вот эта вот была профессиональная штуковина, набрал +3, все, последние туры просто ничьи, да. Мне предлагают ничью, там неважно, какими играют, белыми, черными, я предлагаю ничью. Там задача была, вышли все в кандидатские. Вот. И теперь, в кандидатские вышли, нужна помощь, потому что я один не справлюсь, естественно. Вот. И отец тогда развернул огромную вот эту вот организационную деятельность.
Он пригласил вот эту знаменитого грузинского гроссмейстера Романа Джиншашвили. Это была блестящая идея. Естественно, он меня спрашивал, что мне нужно. Я понял, что я как шахматист такой вот цепкий, все такое люблю крепко, да, так стратегически. Мне не хватает вот этого динамического чутья, не хватает вот этого вот жертвенного такого атакующего стиля, как у Каспарова, да. Вот, и я подумал, что тогда мне нужен такой человек, который мне поможет немножко вот эту вот сторону понять, раскрыть. Вот, и Джиншашвили Роман он был просто перфект, да, для этого. Плюс он тогда был одним из пионеров, который начал как бы, использовать компьютерные движки. Они тогда были очень слабые, но он был одним из первых. И пригласил туда Алекс Шабалова. А Шабалов просто был представитель этой талевской школы, одним из самых ярких представителей, талантливейший игрок, тоже был сильный игрок. И третьего взяли местного американца, чтобы американцы вот чувствовали, что они тоже часть команды, Джон Федоровича. Тоже был сильнейший шахматист, выиграл Нью-Йорк Опен тогда в 89 году, когда я приехал. Тоже комбинационно-динамический шахматист. И они мне вот это очень помогли. То есть какие были условия, то, что отец их просто взял, пригласил тогда жить вместе с нами. Тогда на всех тех заработках, на всех тех спонсорах, которые были, в итоге отец смог купить дом. И в 93-м году, да. И мы тогда... Он просто их нас поселил вот в комнатах, да. Я перебрались в другие комнатки. Вот, там еще бейсмент был. И мы просто целыми днями занимались. Единственный выходной был... У Шабалова был выходной. Да, у них один день выходной в воскресенье был. Все остальные дни мы занимались шахматами, начиная с утра, перерыв, потом перерыв на физику, бег был обязательно каждый день. Ну, Рома не бегал, но Шабалов с удовольствием бегал. Джон подключался только на сами турниры, во время подготовки он не участвовал. И мы вот целыми днями занимались, там минимум было 6-7, да, 8 часов в день. Вот, естественно, когда уставали, просто уже там лениво занимались под вечер. Вот, но это происходило буквально весь 94 год, от начала до осени 94 года, потому что когда мы выиграли турнир, значит, первый матч я еще остался тогда у Полгар. Вот, мы вместе с ними занимались. Оставался у Полгар? Да, я остался тогда у Полгар зимой 93 на 94 год, потому что смысла уехать в Америку и потом приехать назад в Голландию на матч с Вандерстерном не было. Да? То есть нам было очень климатически, чтобы немножко подготовиться. Вот, и я помню тогда первую партию взял ничью, или вторую проиграл, и Юдка тогда немножко занервничала, потому что, типа, надо как-то оправдать было то, что мы занимались. Вот, но потом как-то я его блестяще совершенно переиграл черной с индийской, и потом игра пошла, и в итоге я матч выиграл, да. И после этого, я помню, мы тогда хорошо вообще вместе работали, немножко общались с Полгой, и она поехала в Линарис тогда, где она сыграла эту знаменитую партию с Каспаровым. Да, где он ход назад взял. Ход назад взял, да. Но это был ее такой первый большой турнир. Она так, бедняга, ей полностью сочувствие. Она так посмотрела на арбитра, да. Вот тут знаменитый такой совершенно грозный Гарри Каспаров, да, и такой большой дядя, вот такой маленькой девочкой, он взял, отпустил фигуру. Что делать маленькой девочке? Он так посмотрел на арбитра, ищет поддержки, тут ноль поддержки. Вот. Ну, в итоге разгорелся скандал, естественно, да, но и я помню, тогда очень удивительная вещь произошла, даже Гарри Кимович тогда извинился перед ней, вот, и предложил даже с ней как бы поработать вместе, насколько я помню, да. Я помню, они были просто в шоке и не знали, но в итоге отношения у них, по-моему, восстановились, и в итоге все нормально было. Вот. Через некоторое время после этого мы как бы прекратили сотрудничать, и наши дороги разошлись уже. Но вы уже были одни тогда, Гата, без отца, или отец был с вами на турнире? Нет, конечно, с отцом. Отец все время там. Я первый раз, когда стал жить без отца, мне уже было только лет 30, я женился и тогда сбежал из дома, можно сказать. То есть я только освободился от всего этого в 30 лет. То есть я думал, что если оставлю шахматы, и все, я буду свободен. Нет, нет, конечно. Вот, потому что там пошли совсем другие аргументы и все остальное, но я не хочу сейчас об этом говорить. Сейчас дело идет о шахматах.
Вот. И, значит, тогда выиграл матч у Вандерстерна, и тогда, если помните, прошел раскол ФИДа с PCA, тоже в 93 году, и PCA решила организовать свои межзональные турниры. И, конечно, все шахматисты, чтобы там дружно есть новая возможность заработать. Ребята, поехали. И туда, и туда, да. Да. И все поехали в Гронинген, там, на Каспаровский этот персональный турнир. Вот. Ну, я тогда уже почувствовал, что я играю не хуже всех этих топовых ребят. Я тогда тоже набрал свои +3 и вышел, значит, тоже в кандидатские. Ну и тогда понеслась вот эта знаменитая эпопея. Там же в 94 году понеслись параллельные матчи ФИДа и PCA, и поэтому нас работало очень много. Вот, и знаменитый был этот матч в Трамповском отеле там с Владимиром Крамником, который произошел там в маленьком, я бы сказал, знаете, у нас, где мы играли, там не было воздуха, помещение было какое-то совершенно, мы были как в аквариуме, как рыбки. Это было жуть, я такого никогда не припомню и никому не желаю такого еще раз. Это просто жуть было. Тогда мне Для повезло. протокола скажем, что вы матч выиграли 4,5-1,5 очка. Да, но это был счет точно не показал, там, насколько это было сложно. То есть я чувствовал, что в какой-то момент Владимир мог выиграть там в 3-4 партии, и было бы тогда вообще неясно, если бы я выиграл матч. Вот. Мне тогда просто жутко повезло в какой-то партии. Он стоял намного лучше, и именно эту партию, я считаю, он мог выиграть, но он согласился на ничью черными. И, опять-таки, ужасные условия, там невозможно было там шахматы играть, там просто мне повезло, что, опять-таки, я был закален в экстремальных условиях жизни. Для вас да? это было, да, все. Да, в удовольствие. Я не сказал бы, что в удовольствие, но я как бы смог адаптироваться, да. Вот. Но другие шахматисты, они все были, видно было, что они все там жутко страдают, никто ничего не может сказать. Вот. Ну, окей. И потом, конечно, был знаменитый матч этот в Индии Сангинагар с Анандом, да, жутчайший матч. Единственное, вот, когда я чувствовал, что я не могу обыграть кого-то, вот это был Ананд, да. Вот я тогда чувствовал, что не мог обыграть там 3 людей. Вот. Ананда, Карпова и Каспарова, да, вот эти, с ними, с тремя у меня был... Ну, Карпова вы в этом году в 94-м обыграли. То есть 94 года у меня был, до этого матча у меня было ощущение, что я не мог их обыграть. То есть у меня с Анандо был катастрофически ужасный счет. Я ему просто проигрывал любые позиции, не выходил из дебюта. Даже если выйду из дебюта, он меня потом переигрывает. Но просто такой талант, как у Анандо, просто редчайший. Я считал, что это просто был Капабланка, да, перерожденный. Вот. Быстро играл, да? Не то, что он быстро играл. Во-первых, он играл быстро. Во-вторых, он все схватывал сразу. Он сразу все понимал, любой твой ход. Подготовка была шикарная, да. Ну и просто гений был. В молодые годы я считаю, что она не уступала Магнусу ни в чем просто. Может быть, даже превосходила его. Если помните, потом матч его с Каспаром, он же 8 партий с Каспаром сыграл в ничью. Причем не имея опыта игры в матче на первенстве мира. Когда Каспаров, у него за плечами вот эти 5 матчей с Карпом, да, и он 8 первых партий ничего с Анандом просто сделать не мог, и 9 просто проиграл ему. В 9 партии Ананд выиграл Каспару. И просто что тогда Каспару помогло, то, что у Ананда были проблемы с психикой. Если он проигрывает одну партию, для него это огромный страшный удар, и после этого он не оправляется. Вот. И Каспаров ему тогда нанес этот мощный удар новинкой вот в открытом варианте испанской партии. Пожертвовал, да. Да, там красивейшая партия, там жертва, и она как бы получил шок, он после этого просто не мог играть. И это была единственная известная уязвимость у Ананда. То есть главное было нанести ему поражение, после этого он все. Терял все бойцовские качества и резко сникал, и сила игры спадала буквально просто на несколько уровней. Вот. Но вы с ним играли матч ПША, вот это был финальный матч ПША, да? Нет, я говорю сейчас о фидовском матче. Фидовский матч, который прошел в Сангинагаре, да. То есть счет был после 4 партий, счет был... Нет, после 3 партий счет был, я просто провел 2 партии, -2 для меня, и оставалось 3 партии. И тогда я понял, что с ним надо как-то играть по-другому. Отец тоже там засуетился, начал предлагать свои идеи, и в итоге мы решили, что надо сыграть то, что он от нас не ожидает. Это впервые в своей жизни решил с ним сыграть архангельский вариант испанской партии.
Вот. Я потом его еще играл, но неудачно и перестал. Но именно с Анандом это прошло. Черными я у него выиграл там совершенно блестящую партию. Он, причем, получил хуже, но потом он жутко дрался со мной и даже уравнял. Но перешли потом в эндшпиль, и он расслабился. Я чувствовал, что он расслабится. Я ему поставил ловушку. Если он сделает механически очевидный ход, и он его сделал, то там была неочевидная штуковина, и он попал сразу в плохую позицию, и мы отложили, и там у него не было спасения. И он проиграл. И все. После этого я почувствовал, что все. Потом я выиграл у него следующую партию белыми. Это уже был совсем другой Ананд. Вот. Я как-то достаточно легко у него выиграл, просто попер на его короля. Он как-то отбился, снова пришли в эндшпиль, разноцветные слоны, но все равно эндшпиль он плохо играл, я у него выиграл и еще стал равным. Последнюю партию мы сыграли в ничью и перешли на Rapid Play-Off. Вот. Rapid Play-Off я тогда все-таки тоже очень хорошо играл. И тем более он был сникший, и он первую партию белыми в Рапиде он пытался, но я большое спасибо Рому Джиншасире, он тогда на эту партию мне дал свою коронную разработку скандинавской черной. То есть, представляете, да, такая скандинавская защита, важнейшей партии в плей-офф. Никто не играл, да. Да, и она тут неожиданно вышла. Он был не готов к этому совсем. А времени мало, надо соображать. И я получил черными тогда просто лучше с дебюта и дожал его в итоге и выиграл партию. И последнюю партию, которую он играл черными, я разыграл свой любимый Лондон. Эту партию он сдался после 13 ходов просто. Ну, очевидно, что для человека огромный шок, потому что человек уровня Ананда после 13 ходов не сдается, да, в дебюте. Да. Вот. Ну и после этого там были другие матчи. В итоге у меня был матч потом с Саловым. Значит, осенью я играл матч с Шортом, знаменитый вот этот скандальный матч, где там после чего мы с Шортом стали как бы очень недружелюбны в течение многих лет. А что там случилось? Ну, я выиграл 3 партии, 4-ю партию играю черными. Я приболел. В общем, и во время партии, не могу остановиться, у меня кашель там идет. Вот. И он в какой-то момент просто мне говорит, чел, ты так кашляешь, что я просто не могу соображать, да. Вот. Я как бы понимаю, мне неудобно, да, но я начал больше волноваться о том, что там как бы сдержать свой кашель, чем уже думать о партии, да. Вот, но с другой стороны, как бы он должен был сказать через арбитры, это правильно, да. Все-таки по правилам, не прямо мне сказать, да. Но что мне сказал, я почувствовал действительно себя неудобно, и а что мне делать? Я заболел, что я могу сделать, да. Короче говоря, я сказал арбитру после партии, отец тоже это услышал, и он разозлился, и потом побежал в ресторан, сказал, что ты еще раз так сделал, что я тебя убью просто. Что такой какой-то... Трэш. Там все наши тренера, там просто тренерский штаб был в шоке. Вот. Я как-то подумал, знаете, с одной стороны, я понимаю, что это было ужасно, но как бы я был рад, как бы, чтобы Шорт понял, с чем я жил там последние, можно сказать, там, сколько мне это было, в 94 году мне было 20 лет. Последние там 15 лет, с чем я жил, да, чтобы он понял, значит, что такое мой отец, да. Вот. Шорт там, говорят, бледнел, там, сразу пожаловался в полицию, там, полиция приехала, там, интервью с моим отцом, и, короче говоря, потом Шорт рассказывал дальше в своих уже историях, что он был вице-президентом в PCA, этот матч был под эгидом PCA, да, как бы будет очень некрасиво, если они меня дисквалифицируют, особенно учитывая то, что он вице-президент PCA. Получается как фаворитизм. Вот. Они хотели меня исключить в матче, но в итоге договорились так, что отец больше не присутствует нигде и близко не подходит там, к игровой зоне, тем более к Шорту. Вот матч-то играли, естественно, я матч выиграл. Но это был огромный скандал, там Шорт там кучу интервью давал. В общем, жуткие истории были, да. Вот. Насчет матча с Анандом PCA, который был матч-реванш, я считаю до сих пор, что это был несправедливый матч, но поскольку времени утекло уже очень много, я как бы сейчас спокойно к этому отношусь, но я считаю, что в тот момент тогда
было несправедливо, потому что матч произошел 2 недели после окончания моего матча с Салом Фида, и просто 2 недели – это недостаточно срок, чтобы подготовиться Конечно. к серьезному сопернику, который готовился ко мне с сентября. Я с Салом играл в январе, а матч должен был быть в феврале. Мгм. То есть, Да-да. в общем, там была сложная ситуация достаточно, я сейчас не хочу об этом говорить. Вот. Но в итоге там по финансовым соображениям решили матч сыграть, как бы. Вот. К этому моменту отец уже давно поссорился с Шабалом, то есть из основной группировки, которая была в начале кандидатских матчей, там тогда был Рома, Федорович и Шабалов. Из этой группировки никого не осталось, потому что с Шабалом папа там подрался в Индии, там Шабалов уехал. В итоге с Ромой перед матчем с вторым Сананом он тогда остался, но в итоге он тоже с отцом поругался, тоже уехал. И Джон Федорович с ним, мы поругались во время матча с Шортом. То есть не мы, а отец поругался, и Джон тогда последний раз был с нами. Вот. Пригласили новых людей, пригласили Александра Иванова, международного мастера, потом стал гроссмейстером, знаменитый тоже человек. Я не уверен, что зрители знают, кто это такой, но прекрасный человек. Просто он тогда за 2 недели подготовил вариант Зайцева в испанской партии. И был еще один специалист, я не помню, но это было явно недостаточно, и Анан там скрыл недостаток варианта Зайцева вот этого. И мы не смогли найти защиты, в итоге черный я проиграл. Пошел в Слянскую, Анан играл просто блестяще, я Слянскую вообще плохо тогда понимал. Вот. Таким образом матч я проиграл, но в итоге получился матч с Карпом. Там тоже, естественно, куча историй. Ну, как говорится, я что-то пошел в монолог, да? Нет, Давайте. подождите, Гата, мы ради этого и собрались. А расскажите, как вы, интересно все-таки, я думаю, зрителям узнать, что вы, по-моему, до сих пор самый молодой человек, который обыграл в классику действующего чемпиона мира по шахматам. Вот вы выиграли у Каспарова на турнире в Дортмунде. Это было в 90-м году, ну, как бы, опять-таки... Нет, в 92-м, да? Нет, как в 92-м, да, это в В Дортмунде. 92-м, да. Да, но я считаю, что мне просто жутко повезло, потому что Гарри Кимович все-таки тогда меня несерьезно брал в тот момент. Да и сам я тогда себя несерьезно брал, потому что все понимали, что я особо шахматами не занимаюсь, просто держусь за счет своей цепкости, за то, что там переигрываю Миттельшпиль кого-то. Вот. А Гарри Кимович это понял сразу, и меня всегда хватало в дебютах, да. То есть я обычно в партии с ним получал в дебюте, неважно, белым и черным, безнадежной позиции, где-то к ходу 12-13, а там для игрока такого класса, как Каспаров, конечно, там добивал меня достаточно легко. Вот. А тут я неожиданно подсмотрел идею какую-то и смотрю, так, ну, вроде варианты, я там не проигрываю там после 20-го хода, да, там был какой-то форсированный вариант стенистской защиты. Вот так удивленно я посмотрел, типа, что я неужели посмотрел этот вариант? Да, я помню. И в итоге я, значит, сыграл по-модному, да, там пошел по линии, там, типа, ну, естественно, что интересно, что вся молодежь, у них есть одинаковые признаки, они все любят блефовать, да, делают уверенный вид, они блефуют, и там непонятно, там, знаешь ты этот вариант или не знаешь, но я с таким уверенным видом разыграл это все, так это, и типа, я все знаю, да, на самом деле там посмотрел, там буквально парочку вариантов, я все не смотрел, вот, но я блефанул, значит, пошел так вот, да. Вот, и Гарри Кимович там, видно было, он любил стенистскую защиту тогда. Он так смаковал, естественно, там не были анализы, он там пытался вспомнить. Ну, там шикарная позиция, атака на моего короля. Вот. И я помню, он так это все смаковал, и в итоге он там пошел просто в авантюру. Он мне там пожертвовал 2 фигуры, у меня до этого там бил там чуть ли не в каждой партии. И решил сыграть красиво, там, пожертвовал 2 фигуры. Вот. И вроде там конец, да? Ну, в том-то и дело, что я тогда все-таки был как машина. Я посчитал все варианты, смотрю, я выживаю, и у меня лишний материал остается. Ура! Вот. И я там сделал совершенно какой-то дикий ход, который не приходит в голову. Но потом компьютер просто одобрил, там через много лет я смотрел. То есть вместо того, чтобы коня тянуть к защите короля, надо было коня там отправить на ферзевый фланг, но ферзь подключается к защите короля. Вот. И я, когда это нашел, я это сыграл. Я помню, как Гарри Кимович буквально он это увидел, он потемнел просто. Он так уже, знаете, загорелый товарищ. Да?
Да, а тут у него лицо еще темнее стало обычного. Я такого никогда не видел. Вот. И он понял, что я нашел защиту, и он проигрывает. Он понял, потому что он без двух фигур просто. Там, вот. То есть там была фантастическая, конечно, у него возможность, но тогда это компьютер показал, и даже не поверил в это. У него была фантастическая возможность там сделать ничью. Но невозможно было увидеть это. Человеку просто невозможно, да. Он, конечно, не увидел, он там старался, но в итоге, опять-таки, он пошел по-человечески и проиграл, да. Вот. Но, опять-таки, мне, я считаю, просто жутко повезло. После этого, в следующей партии мы с ним играли, он вернулся к своей обычной технике, он просто ловил меня в дебюте и добивал. Просто без шансов. Да. Вот с Карповым мне было почему-то легче играть, потому что у Карпова он перетаскивал тяжесть игры на митришпиле. Он в дебюте никого не ловил, то есть он в дебюте тратил очень много времени, чтобы не попасть в безнадежную позицию. Вот, и он пытался понять, где его ловят, да, и находил обычный вариант, где чувствовал, что противник его не ловит, да. Он тогда как бы выживал до митришпиля, и потом митришпиль, благодаря своей этой огромной практически силе игры, пониманию стратегии, да, психологии, он там просто переигрывал людей. Вот. И мне с ним было легче играть, потому что как бы мы с ним играли в митришпиль, когда я просто старался играть с ним, как Каспаров с ним играл. Да? С Карповым я использовал метод Ласкера и старался себе задавал вопрос, как бы здесь сыграл бы Гарри Кимович. Да? Я знал, что с Карповым надо идти играть инициативно. Что такое метод Ласкера? Метод Ласкера, он, ну, опять-таки, в детстве я любил читать книги, и вот эти русские, советские книги, серия шахматных, черная, если помните, да, и там были другие книги, прекрасные комментарии были, там подробно изучались стиль игры, силы каждого шахматиста. Ласкер был первым, который принес психологию в шахматы. Вот. И метод Ласкера заключался в том, что когда играешь против определенного соперника, надо учитывать его особенности и стараться делать ход, который наиболее неприятный именно для этого соперника. Вот, например, и я до сих пор помню например, этот ход против там какого-то соперника не выигрывает, но другой ход против него выиграет, потому что этот ход для него наиболее неприятный. Вот. И, значит, я старался этот метод Ласкера использовать в своих партиях. Я помню, против Карпова я точно его использовал и пытался сразу переходить по методике игры Гарри Кимовича Каспарова. То есть, там у нас были... Но в 96-м году не получилось, да? Ну, там была очень сложная история. Да, Карпов, очевидно, был в матче намного более опытнее. Там же огромные тонкости имеют значение, да. То есть в шахматах, возможно, понимание на шахматы у меня было уже не так недалеко от него. Вот, но дело в том, что у него подготовка была намного лучше. Вот, потому что как он подготовился к матчу и как он играл в турнирах, это два разных просто Карпова было, да. И, во-вторых, надо учитывать то, что все-таки уже тогда матчи были лимитные. Да? У нас был матч из 20 партий. А если мы вспомним первый матч, который Каспаров играл с Карповым, после 32 партий Карпов был 5-0 против Каспарова. Да? И если учитывать это, то есть надо понимать, что если бы матчи были уже лимитные, то Каспаров бы просто не стал чемпионом мира, да, и Карпов остался чемпионом мира. Конечно, да. Просто времена поменялись, и Гарри Кимовичу, можно сказать, немножко повезло в то время. Да. Да, а я вот попал под этого Карпова, и я не имел ни малейшего понятия, потому что матчи, которые мы играли из 6 партий, матч с 20 партий, да, ну и матч назвать чемпионом мира, две разные вещи. Плюс там были другие особенности, и опять-таки не хочу в них вдаваться, но матч Анатолий Евгеньевич провел очень сильно. Вот. Плюс там были отложенные партии, была огромная неожиданность для меня, потому что мы вроде тогда договорились, что не будет отлаженных партий. Вот. И сыграл ему на руку, потому что в одной он выиграл, а вторую, которая стала намного хуже, который надеялся выиграть, он сделал ничью, и тогда я понял, что уже все, матч проигран. Потому что если бы я тогда эту отложенную выиграл бы, у меня был тогда всего лишь минус 2, и оставалось еще 6 партий, был шанс как бы уравнять матч, да. Но я эту 12-ю партию черными не смог выиграть, 13-ю я просто проиграл, и все, матч закончился. Вот. Гад, и после этого кто-то, уже не знаю кто, принял решение с шахматами закончить.
Ну, ну, естественно, папа, да. Естественно, он там сразу же сделал огромное интервью, там объявил. А я был доволен, да. Меня хватило всех этих поездок с отцом. Мгм. Вот, я с удовольствием пошел в колледж, хотя там все мои надежды на то, что жизнь полностью поменяется, будет независимость, конечно, это не произошло. Вот, но Каково было после матчей на первенство мира партии с Крамником, Анандом, Каспаровым и Карповым прийти в колледж, сесть? Вас там, наверное, знали или не знали, я не знаю. Как вот эта жизнь после шахмат, что это такое было? не, ну, некоторые русские ребята знали, но нет, и я был доволен. То есть поворотный момент был в том, что я как бы бросил шахматы, но одновременно с тем один из моих знакомых, там, любитель шахматист, он мой друг до сих пор, друзья, общаемся с ним, мы приходим на стримы иногда. Мгм. Вот Андрей, он мне показал ICC. Это когда было? Именно мой первый семестр учебы в колледже. То есть это какой год? 97-й, 8-й, 9-й? 96-й, да, 96-й. Я бросил шахматы, я пошел в Да. университет, познакомился там с кучей русских, я пошел в Бруклин колледж, там, где половина просто русские ребята. Вот, у меня, естественно, появились знакомые, естественно, из них Ага. многие любители шахматисты, и один из них вот мне показал ICC. И все. И все. Да, какие подружки, какие занятия, там, когда есть ICC, да? Да. И все, там же, сами помните, там эти же интернет, там, интернет это только зарождался, да, там это же огромное вот это, все зарождалось. Вот эти браузеры-войны, там, Netscape, там, и Internet Explorer, там, огромный потенциал, который все видят в интернете, заработать, там, компании, вот это тот же Facebook, он чуть позже стал, да, естественно. Ну, все вот это вот пошло в гору, и непонятно, что с этим всем делать. И одновременно я всегда был закрытый человек, да, сидел дома и играл в турнирах. Контактов не было, знакомств не было. В колледже я стеснялся, да, у меня опыта общения не было, я в школе не учился практически, да. То есть учился, но в основном эти были турниры. Вот. То есть у меня мечтала заиметь подружку, как говорится, но опыта общения не было, и тем более там на английском все такое, хотя там были, очевидно, я потом много лет понимаю, что были знакомые, которые были, в принципе, все было бы нормально, да. Вот. Но я тогда этого не понимал, молодой совсем. Вот. Ну, неважно. Дело в том, что познакомился с ICC, имея этот интернет, как человек как с addictive personality, меня это просто завлекло, как огромный шторм, и я просто там очутился, и познакомился с этой новой молодежью, которые тогда талантливые шахматисты были, тот же самый Накамура. Там Морозейший уже тогда, естественно, уже играл на самом высоком уровне, то есть он тоже там играл. Вот. Но там появился Ранян, да, там появился Раджабов, вот, и Грищук появился, и началось, да, там, кто у кого будет самый высокий рейтинг, да. То есть я помню, были ситуации, плюс такие были ситуации, что я все-таки с Накамурой мы оба тогда как американцы шли, да, вот, как только там кто-то проснется, там, из азербайджанцев, там, или вон проснется, или там Бразилич проснется, все, начинались рубки, там, дикие рубки, доказать, кто сильнее играет в шахматы, и кто быстрее дойдет до, там, ridiculously, там, high рейтинг, да. То есть я как-то зашел на ICC недавно, просто проверить, какой у меня был самый высокий рейтинг, у меня был там 3500, да, в какой-то момент. И, естественно, у ребят там был 3600. Ну, это невероятные рейтинги, но чтобы достичь такого рейтинга, надо побеждать людей, у которых похожий рейтинг, как у тебя, естественно, да. Вот. И там ребята просто были матчи, мы играли по 24 часа, чуть ли не играли, да. То есть я приходил домой, я делал вид, что я здесь занимаюсь уроками, на самом деле я включал интернет, садился на ICC и просто продолжал эти рубки вот до вечера. Вот. Личной жизни никакой, естественно. Вот. Ну, и в итоге я сыграл с каждым из этих молодых товарищей там 1000 партий. То есть я их там так натренировал, честно говоря. То есть я считаю, что огромная моя заслуга в том, что они сейчас потом стали вот этими ведущими шахматистами мира. Потому что представляете, если у вас... Набрались опыта, да? Да, ну если бы у как бы талантливого шахматиста была возможность играть каждый день там сотни партий с ведущими шахматистами мира, да?
Там обсудили дебюты, митришпили, эндшпили, тысячи партий, бесплатно все, да. Это же огромное это. Если бы у меня была такая возможность, я бы стал даже, возможно, чемпионом мира, там, вообще, там, лет 16, да. Вот. Ну, опять-таки, для меня это особо не имеет значения, стать чемпионом мира, не стать чемпионом мира. Для меня больше имело значение стать нормальным человеком, счастливым, вот. Но на тот момент это было еще невозможно, да? Невозможно, да. То есть даже когда я уже был взрослый, даже когда пошел в школу для адвокатов, вот, только после того, как я получил вот это образование школы адвокатов, я прошел через все эти уроки, там, мы разбирали жизни разных людей, разных спортсменов, разных селебритис, да. То есть вот эта школа адвокатов, она мне наконец-то дала вот эти жизненные знания, которые мне не хватило. Потому что меня всегда отец ограждал всем, чтобы было легче контролировать так. Вот, потому что у меня не было опыта общения с людьми, я не знал, как другие живут, да. Вот. Но вот эта школа для адвокатов, она мне все это дала, и я понял, что как я живу, это ненормально. Вот. И в итоге я стал бороться за свою свободу, и в итоге я ее получил и стал жить независимо. Вот. Но, естественно, там, когда ты начинаешь жить в 30 лет, как и проходить через то, что люди проходят в 15-16 лет, как бы ошибки, которые прощаются в 15-16 лет, 30 лет уже достаточно непростительные, и в этом огромный минус того, что как бы если все время в шахматах отдал в юности, да, и не получил вот эти жизненные знания, то потом платишь за это, естественно. А что вы имеете в виду? Ну, в плане личной жизни, опыта, да, а потом пришлось столкнуться с реальным миром, да, и, естественно, плохой опыт, можно так сказать, да, такой болезненный опыт, но в итоге я повзрослел, но сделал ошибки, но эти были ошибки, которые как бы уже непростительны были для такого возраста. Вот. То есть было сложно адаптироваться просто, да, в жизнь? Да, адаптироваться, но в итоге потом стал вопрос, вернуться в шахматы или нет, или пойти работать адвокатом, потому что как раз в те времена было очень интересно, опять-таки, было очень много... Я хотел очень пойти стать адвокатом по линии интеллектуальной собственности, вот, потому что, опять-таки, я был большой фанат Ласкера, а Ласкер еще в те времена поднимал вопрос, как защитить шахматистов. Потому что шахматисты чуть не единственные люди, которые нету никакой защиты. Да, абсолютно. Партии вам не принадлежат. Да, именно. И партии не принадлежат, и, во-вторых, пенсии нету, да, потому что не рабочие служащие. И как спортсменам вам тоже ничего не идет. Вот. Единственное, там, если там тренер, да, ну, опять-таки, на Западе это точно нету такого, да, там тренер, не тренер, там контракты заключают, да, все тренеры. Вот. И я хотел поднять эту тему, и тогда, я помню, я даже разговаривал со Свешником, который тоже поднимал эти вопросы, вот, как защитить шахматистов, особенно в их пенсионном возрасте. И не было отклика, насколько я помню, он так и не получил понимания у ФИДа. Вот. Хотя эти идеи, считаю, очень важны были, потому что все понимают, сейчас важны. Спорт для молодых. Да, шахматы все-таки частично спорт, а учитывая сейчас, когда временной контроль становится все быстрее и быстрее, да, то есть у молодых шахматистов гораздо больше преимуществ перед, например, людьми, противниками более пожилого возраста, да, все-таки голова медленнее действует, менее адаптируешься после одной партии, нужно больше времени, чтобы восстановиться перед другой партией. Вот, Гата, мне интересно, все-таки вы в 99-м году сыграли в чемпионате мира ФИДе в Лас-Вегасе знаменитом, когда Кирсан Николаевич Черномжинов там насыпал безумное количество денег и были вообще близки к тому, чтобы лишить этих денег Александра Халифмана. Не сказать, что не близки. Мы просто с ним сыграли, когда это был второй тур, да. Вот, вы первую партию у него выиграли. Да, я первую партию выиграл, а вторую я проиграл. И потом у нас был плей-офф там совершенно дикий. Да. Вот. Но опять-таки я тогда вообще же шахматом не занимался, только играл на ICC, да. Вот, и я не знаю, опять-таки просто несерьезно к этому отнесся. Я не считал как чемпионат мира, опять-таки, как на очередной турнир, просто где можно заработать, да. Вот. Отец, естественно, поехал, что тоже не добавило желания играть. Вот.
Все, что я сделал для подготовки к этому турниру, я там наметил какую-то схему, решил сыграть на ICC несколько партий, сыграл несколько партий, ну и поехал играть, и все. Вот. Я сыграл с Халифманом вот эту схему, но, видимо, там ему, или он узнал, что я сыграл на ICC эти партии, он, видимо, их посмотрел, потому что он был готов. Да. Я хотел там подготовить какую-то редкую систему и взять его врасплох, да, но он был знаком, и я проиграл в итоге. Вот. И потом вы до 2006 года в шахматы не играли, ну, официально. Да. Ну, то есть я не считаю, что это просто, для меня это просто было как поездка, просто развлечение, да, поехать в Лас-Вегас и сыграть в шахматы, можно сказать так. Отец был очень недоволен, но, опять-таки, все-таки я достаточно много денег для него уже заработал к этому времени, так что всеми деньгами он распоряжался, естественно. То есть все, что я заработал, все это было у него под контролем, я, естественно, ничем этим не распоряжался. Вот. Опять-таки, вернулся в шахматы только уже в 2004 году. Вот. И тогда я хотел просто... Опять-таки, был выбор между играть в шахматы или идти по линии адвоката, и решил, что все-таки меня многие просили, тогда особенно мои знакомые, вернуться в шахматы. Вот. И я решил вернуться. Вот. И считаю, что достаточно успешно играл. Вот. Ну, так мягко сказать. Да, успешно. И было интересно то же самое, потому что отец мне всегда говорил, что без него я ничто. Вот он меня сделал, да. Я хотел просто сам себе доказать, что на самом деле это не так. И шахматистом на самом деле был я, а он просто там был моим советником, да. Вот. И как бы я доказал себе, что, в принципе, я могу дойти до самого высшего уровня и один. Но, к сожалению, не то, что один. Мне тогда очень сильно помог... В те времена мы с ним подружились очень сильно. Это был Эмиль Сутовский, естественно, да? Потому что я понимал, что у меня слабость моя большая, это была дебюты, да, то есть у меня практическая сила была огромная. То есть Миттельшпиль, Эндшпиль, я их там почти всех переиграл. То есть мне надо было выжить в дебюте. Тогда я думал, кого из специалистов я могу как бы пригласить, и кто на меня имеет, с кем могу как бы сотрудничать и подружиться. Вот, и я тогда вспомнил, что я тогда с Эмилем сыграл... Вот, был в Канаде турнир, первый раз, когда поехал в Канаду, вот, и он мне тогда в дебюте очень четко тогда уравнял, и сыграли ничью, если я помню. Мы тогда с ним в Канаде поговорили, я говорю: Эмиль, как ты смотришь на то, чтобы, значит, ты мне будешь помогать на Кубке мира, да, который будет в 2007 году. Вот. Нет, это было не в Канаде, мы тогда, я с ним поговорил на Кубке мира, после как он, по-моему, тогда вылетел в первом круге, насколько я помню, в 2007 году. Вот, я тогда выиграл еле-еле у Адли, он меня поймал в дебюте, но жутко повезло. Вот, и я помню, я с ним тогда поговорил, и он согласился, и мы в итоге там подружились, и благодаря ему просто прошли весь турнир, и я его выиграл, да. Просто благодаря Эмилю, честно говоря, его дебютной подготовке. Были казусы, там, один из казусов, что-то было, конечно, довольно смешно, но было грустно, с одной стороны, потому что я мог вылететь из-за этого. Вот. У них там какая система была интересная, что когда ты матч проходишь, следующий матч, там надо узнавать у арбитра, меняешь ли ты цвет в первой партии или нет. И это зависит от того, там какая-то безумная система была, кто в нашей группе на первой доске играл там каким цветом. Что-то мы с ним решили, что я играю белыми первую партию с Пономаревым, и вот я прихожу на партию, и я смотрю, что меня играют черными. Ну, Кубок мира уже где-то там четвертьфинал, и я играю с Пономаревым, знаете, не самый такой легкий соперник, да. Чемпион мира ФИДа. Да, чемпион мира ФИДа, он тогда был в блестящей форме. Я с ужасом, я еще прихожу, так 5 минут осталось, да. Я с ужасом: зовите Эмиля. Эмиль прибегает, он бедный, растерянный. Ему жалко стало. Он боится, что я его нагоняй дам. Не, говорю, я нагоняй не дам, но нам надо что-то решать. Что мы делать? Что ими черными играть? Он не знает, мы даже партию не посмотрели, что с ними играть черными. Вот. Но мы с ним договорились, с Эмилем, неважно что, мы в следующей партии играем все равно белыми, мы уже готовы. Уже легче, да? Уже легче, да. Значит, вся идея выжить в этой партии черными. И что вы сыграли? Я какую-то там разыграл новоиндийскую, там попал под жуткий пресс,
Но каким-то чудом там я выжил, и в ферзевом окончании я поймал его там на вечный шах или еще что-то. Я помню, что он был очень раздосадованный, что меня не выиграл, у него был там выигранная позиция, у меня в дребезге было, точно. Ну, по крайней мере, его стиле, он тоже играл в стиле удава, он меня там просто задушил, задавил. Я там на 8-й линии там передвигал фигурками, и в какой-то момент просто он там расслабился, я его поймал на какой-то тактический трюк, все разменялись, пришли в ферзевое окончание, я чудом сделал ничью. Вот. Но в следующей партии мы уже были вдвойне готовы. Я у него этого Пономарева выиграл, и мы попали на Магнуса Карлсона. Да. Вот. Был такой молодой шахматист, да, способный. Да, то есть я играл с Магнусом Карлсоном первый раз в 2005 году, он был тогда совсем маленький, он тогда бедно не мог сидеть, он тогда чуть ли там не лежал на стуле своем, играл. На меня это было, конечно, жутко смотреть, но понятно, молодой парнишка все-таки. Талант чувствовался или тогда не конечно, понятно, конечно, да? талант чувствовался, но тогда все-таки я же тогда шел, у меня была миссия, я должен вернуться в высший эшелон шахмат, там на первые ряды, там мне не важно, Карлсон, не Карлсон, там, это был 2005 год, да? Нет, тогда в 2005 году я играл, чтобы понять, могу я играть или нет, то есть мне надо было ставить в этом Кубке мира, чтобы почувствовать, имеет смысл вообще продолжать или нет. Вот. В 2005 году, там была какая-то удивительная система, что сложно, если ты да, попадаешь в 16, даже если ты проигрываешь, то у тебя есть шанс выйти. Да, то есть я проиграл 16, но я попал на Илюху Смирина. Вот, и там у нас был совершенно жуткий матч, мы оба выиграли черными почему-то, я белыми проиграл ему в Слянских Найдеров, он Найдер специалист всю жизнь был, я понимаю, но черными я не выиграл, а белыми проигрывают, это какая-то жуть была. Мы таким образом в Рапиде тоже так вот обменялись, я помню, и дошла до блица игра. И в итоге я каким-то чудом, по-моему, я понял, что с ним надо просто пойти в свою лондонскую систему, и в блице я как-то его обманул, выиграл у него белыми. Мы были бы в шоке, что я белыми выиграл. Вот. Нет, там был шок того, что я играл черными. Я последнюю белыми выиграл. До этого черными у меня было безнадежно. Но он зевнул тактику, и я черными выиграл. И все. В итоге он все-таки сдался по сету. И белыми, когда я играл, он уже даже лондонскую систему, у него было лучше. Но он уже чувствуется, он уже не выдержал. Но мы с ним до блица дошли. Да. Вот. Потом я выиграл у Вальеха, я помню. Он тогда в Рапиде, в середине партии, он убежал в туалет. И оказывается, он потом рассказывал, что он убежал в туалет, чтобы себе лицо водой, потому что там был огромный прессинг, воздуха не было. Ситуация накалилась, и он говорил, что для него это был способ освежиться. Да? Если немножко себя водой лицо так окунешь, небольшое освежение. Он прибежал. Вот, это был тяжелый матч, но я у него выиграл, да. И остался этот матч с Карлсоном, и в итоге уже было неважно, потому что мы оба выходили все равно в кандидатские. Выходили в претенденты, да? Претендентские, да. Вот. И я помню, я ему первую партию в 2005, он еще совсем маленький Карлсон был, я ему проиграл, он меня, причем поймал в этом эндшпиле в Пауэрсоне, да. Мне казалось, что я равнял, нет. Он меня так очень здорово переиграл. 15 лет ему был, да. Не, меньше было. 14. Он да. 90-го года. 90-го года, а это был 2005 год, да, 14 лет. Видимо, какой-то он тогда щупленький был, еще не занимался спортом так, да. Вот. И в следующей партии мне пришлось в дикой борьбе у него выигрывать с Вершниковым своим изрубленным. Я его там обхитрил. И потом снова тяжелейшие рапиды были. Я помню, я его обыграл совершенно равным, конь с ладьей, там и пешка против коня с ладьей или двух пешек. И там какие-то там дикие партии. В итоге я его обыграл в этом плей-оффе. И поэтому в следующий раз на Кубке мира, когда мы с ним встретились уже в полуфинале, по-моему, да, вот, но у меня был Эмиль. Он мне Это в каком году это было? В 2007, да? Это уже в 2007 году, после Пономарева я играю уже с Карлсоном во второй раз в Кубке мира, да. Но он уже был Карлсон, уже был все-таки, чувствуется, он уже был очень силен на взлете, но я его тогда тоже остановил, причем я его очень обыграл уже в основное время, да. Белыми мы с Эмилем подготовили русскую партию, и я его там просто задавил тогда, я помню, после дебюта, маленький перевес, я это очень серьезно отнесся к этому матчу, вот, и черными он со мной сыграл шотландскую, черными... Все-таки шотландскую он не так хорошо понимал, как Гарри Кимович Каспаров, потому что
Я считаю, что в шотландской только два человека понимают шотландскую. Это Гарри Кимович Каспаров и Ян Непомнящий. Вот, единственные люди, которые по-настоящему очень понимают этот дебют. Окей, три человека, еще, конечно, Морозевич, да? Да. Вот. Единственные люди, которые как бы понимают этот дебют полностью от и до, и там все нюансы, и могут обыграть любого там. Вот. Но Магнус не разобрался, и я с ним легко сделал ничью. И в итоге в финале мы снова встретились с Шировым. Это было, конечно, нечто. Мы играем с Широм в финале в 2007 году Кубки мира. А с Широм мы играли, начиная там матч... С юношеских первенств еще. С юношеских первенств 86 года. То есть, представляете, сколько мы с ним играли тогда, да? Это 20 лет спустя. 20 лет спустя, как настоящие мушкетеры. Да. Вот. И, опять-таки, благодаря Эмилию, дебют он меня тогда поставил, я выиграл этот матч, стал чемпионом. И там понеслась эта история там с ФИДе. Ну да, там такой был заморочка, шахматная политика жуткая это. Да, плюс там спонсоров не могли найти, плюс там я на свою голову решил подключить отца, хотя я чувствовал, что это не очень хорошо, но как бы он там решил как бы поучаствовать в организации, он сказал, ну да, я тебе помогу, я тебе там все найду и все сделаю, да, ты не беспокойся. Вот. Я чувствовал, что что-то не то. Вот. Но окей, решил, ладно, по старой памяти, поскольку играю в шахматы, отдам дань уважения своему отцу, все-таки он мне дал жизнь. Да, он мне сделал кучу всего плохого, но он все-таки хорошее тоже делал. Вот, очевидно, да, то есть не только было плохое в жизни. И отдам ему дань уважения, чтобы он почувствовал себя тоже снова в игре, нужным. Вот. Он занялся организацией, нашел какого-то там очень странного спонсора. И у этого спонсора имя было такое, что он мне сразу напомнил какую-то книгу. Не хочу вдаваться в подробности, но я понял, что человек очень непростой. А это спонсор на что? На матч? На матч с Топаловым, да. На матч с Топаловым, да. Ну, не будем сейчас даваться, как это получилось. Да, короче, был матч с Топаловым. Да, победитель этого матча играл бы матч с Анандом, который на тот момент официально был чемпионом мира, выиграв матч-турнир. Не объединенным. Он тогда был только по версии Финна, да? Да. Потому что так, Крамник еще был чемпионом по версии традиционной. Ну, да? как бы, да. Да, правильно. Но дело в том, что, опять-таки, наиважнейший матч, но дело в том, что, опять-таки, у меня, к сожалению, именно в это время, опять-таки, мне надо было, понеслось с личной жизни там что-то, и у меня развод, естественно, с разводом там жуткие проблемы, и не до шахмат было, честно говоря, и поэтому даже Эмиль не смог помочь там, мы приняли сборы, но это было недостаточно. То есть я играл как мог, матч был, опять-таки, после 4 партий, шел 50/50, он выиграл вторую, я выиграл четвертую, 2 ничьи, да? Вот, и осталось 4 партии, и матч, опять-таки, жуткая борьба, в дебюте он был сильнее, но в практическом смысле я был сильнее. Но там было, опять-таки, я думал, что это была здравая идея сыграть с ним французскую, но не мой дебют. Да, я помню этот матч очень хорошо. Да, и как бы он у меня французской выиграл, но во второй французской 7-й партии, ключевой партии, у меня было выиграно. Но там был жуткий цейтнот, и я сделал роковую ошибку. Я не видел разницы сыграть так или так, да, там пойти А4, А3, или пойти и потом ладья Б8, или ладья Б8, потом А3 на ферзя напасть. А там была дьявольская ловушка, которую я пропустил, и в итоге после первого хода он пошел там ферзь c7, там что-то с темпом, и я понял, что я зевнул, но там была еще фантастическая ничья, да, если бы я сделал ничью, еще был шанс 8-й партии белыми отыграться, да, вот, но я так расстроился, я видел эту ничью, и я зевнул, я уже не поверил своему расчету, и сделал вторую ошибку, и все, после этого партию проиграл, да. То есть, на самом деле, матч был даже в тех условиях, когда я не был полностью 100% в шахматах, все равно был на равных. То есть, я в то время считал, что был чуть ли... Нет, пик был у меня все-таки в 2007 году после Кубка мира. Но вот эти 2 года, которые прошли после Кубка мира,
за это время я немножко ослаб. Да. Не знаю, как это объяснить, но считаю, что 2009 год мне сколько было? 35, правильно? В 2007 году 33 года, можно. Возраст Христа, да, как говорится. Просто абсолютный пик, в моем понимании, 33 года человек, просто пик всего. Вот. Понимание, здравый смысл, все еще вот эта легкость, наигранность, практичность, и все. После 33 как бы начинается уже небольшой спад. Почему мы сейчас вот видим вот этих игроков, которые, даже тот же Накамуру, ему уже все-таки уже за 34 или 35 уже начинается небольшой спад. Пока небольшой, да, но потом станет все больше и больше, очевиднее, да, но после 33 лет обычно у людей все-таки начинается общий спад. Если ты играешь в спорте. Я не говорю, что про мудрость и все остальное, она потом наоборот становится очевиднее, лучше. Вот, но для спорта ты уже становишься как бы не совсем на равных условиях. Вот. И после матча с Топаловым, как бы это был 9-й год, была как бы последняя попытка моя сыграть в кандидатском матче в 2011 году. Опять-таки, это был матч с Топаловым, это был очень принципиальный матч для меня. Вот, я помню, мы с Эмилем тогда подошли очень серьезно к этому. Фантастический был совершенно матч. В первой партии мы применили новинку на пятом ходу, на 7-м ходу, по-моему, да, там Найдеров я опять пошел, я его шокировал. Он разобрался, сделал ничью, и потом он применил новинку. Во второй партии я обыграл его, он применил новинку, но я его обыграл. У Грюнфельде это был большой удар для него. Потом к Найдову он подготовил вариант, черный стоял по дебюту лучше. Я там все-таки был в очень хорошей форме, удержал эту позицию, сделал ничью в эндшпиле. И четвертая была последняя партия, да. Я играл черным, он повторил этот вариант, но он сыграл другой вариант и улучшил его. И я помню, я продумал 40 или час над тем, как сыграть, и в итоге понял, что это слишком сложно, я не разберусь, и решил практически сыграть лучшее решение, просто начал все менять. Я понимал, что позиция хуже, у него 2 слона, у меня голый король, и в какой-то момент, согласно компу, причем оба играли чуть ли не по первой линии, оба. Вот. Но у меня был жуткий цейтнот, и он там подкрутил под цейтнот, я не разобрался и получил безнадежную позицию, но на 40-м ходу, когда у него абсолютно выиграно, нет, или был 41-й ход, цейтнот уже прошел, он уже просто по инерции сделал очень быстрый ход, вместо того, чтобы там посчитать и найти форсированный выигрыш там через 3 хода, да. Он сделал очевидный ход, но этот очевидный ход, он дал мне шанс на ничью какую-то. Сперва теоретически у него все равно было выиграно, вот. Но потом он сделал какой-то еще один неточный ход, потому что в те времена у него единственная была слабость, то, что все-таки эндшпиля, он как-то очень поверхностно немножко играл. Вот. А эндшпиля, наоборот, всегда очень любил. И у нас возникла позиция, где у него была в итоге ферзь, 2 слона и конь. У меня был ферзь, 2 коня и слон. И вот это он своего сильного коня, когда разменял на слона, я понял, что у меня появился шанс. И в какой-то момент там был какой-то невероятный этюд, который надо было найти. Я потратил, я помню, минут 30. Я не мог поверить, что это ничья. Но через минут 15-20, я когда увидел этот ход и эту идею, я понял, что на доске ничья. Я сделал этот ход в итоге, потом оказалась первая линия компа. Вот, и я помню до сих пор, как бедняга, он там в лице поменялся. Он понял, что ничья, он там сидел полчаса, наверное, но уже было поздно. В какой-то момент мне просто стало его жалко, несмотря на то, что я его не очень любил. После этой всей истории там в прошлом матче. Вот, но по-человечески мне стало его жалко, и я понял, что как бы не все в жизни, по крайней мере для меня, особенно после того, как в детстве вся эта история с отцом и все, как бы результат для меня никогда не был абсолютно всем. Для меня важнее все-таки было какие-то человеческие качества, да. Даже соперники, опять-таки, я выиграл, но по-человечески я понимал, что ему было очень тяжело, да. Вот. Но персонально для меня было очень важно отыграться, чтобы показать, что я не слабее Топалова. На тот момент был даже, несмотря на это время. Понятно, что после этого матча как бы ни он, ни я, мы в возрасте, у нас разница в 1 год всего, да, не имеем серьезных шансов бороться уже больше за чемпионат мира.
практически, да, нам уже было по 35, по Ну да. 34. Пик прошел, уже время для молодых. Тем более было невероятно. Вот этот мой, после этого был матч с Гельфандом, просто... Молодым Гельфандом, которому как раз тогда было 44 или Да, сколько ему там да, было, когда да. было 4. Я просто восхищаюсь Борей, и одновременно надо сказать, что Боря для меня всю жизнь, он какой-то был... Несмотря на то, что Боря, он вообще прекраснейший персонаж, я его очень уважаю. У меня с ним очень дружеские отношения, но для меня он был как злой гений. Мгм. Потому что он меня остановил в кандидатских матчах в Листе в 2007 году. Да. Плюс он меня остановил, я помню, тогда мы где-то в Тилбурге играли, еще где-то тоже в турнире, тоже матч был. Он меня там остановил, и он меня остановил сейчас вот в кандидатских в 2011 В Казани, году. да. Мгм. Да, то есть и недавно мы с ним... Причем там нужно было просто белыми ничью сделать в последней партии. Да. Но опять-таки там тоже фантастическая история была, я не хочу сейчас об этом говорить. Просто так сложилось, да. В третьей партии я когда у него выиграл, Мгм. по идее партии должны были начаться сразу, да, там минут 10 и должна была начаться четвертая партия. Но там так сложилось, что какая-то партия там у Грищука или еще у кого-то, она там на инкрементах продолжалась еще минут 20. Таким образом, Боря как-то смог отойти, а я после вот таких вот огромных временных отрезков во времени, где надо ждать, да, я их очень всегда плохо переношу. Вот. У меня этот запал, когда после победы эмоционально он как-то спал, и плюс я понимаю, что как бы Эмиль мой друг, он мне помогает, но он мне помогает, он против своего соотечественника, с одной стороны, да. Мгм. Мгм. Вот, они же оба с Израиля, как бы. Да. И я понимаю, что если вдруг я выиграю матч, Эмилю как-то будет очень неловко. Вот, и опять-таки для меня важнее было в тот момент, что не хотел проблемы своему другу создавать, да. Мгм. Я понимал, что белыми мне достаточно ничьи, но как-то неловкая ситуация произошла. И как-то вот в такой ситуации побеждать или делать ничью, выиграть матч, я считал как-то нечестно, с одной стороны. Вот. Поэтому, когда мы собрались совет, что играть белыми, то есть понятно, что я должен играть D4, играть лондонскую систему и делать ничью, да? Мгм. Вот. Но, с другой стороны, как-то Боря старше, и как-то с ним таким образом делать ничью как-то, ну, не по-человечески. Решили сыграть Е4 и пойти в борьбу, да, чтобы доказать, что я могу в такой вот борьбе, значит, доказать свое право, что я впервые могу Боре выиграть матч. А он сыграл ферзь b6 в сицилианце. Он со мной пошел... Я хорошо помню эту партию, да. Да, он со мной пошел в ферзь b6, и я понял, что Боря настроен очень агрессивно на борьбу тоже. Потому что Ну, еще бы. Да. Ну, понятно, что Эмиль сицилианскую знает, он как бы закрытыми глазами ночью его разбудить, он знает, как белым играть сицилианскую любой вариант. Да, но это он. Да. Он играет инициативно, он любит атаку и сицилианскую партию. Я люблю крепкие позиции, надежные, и не надо где там ничего форсировать и атаковать и жертвовать, да? Мгм. Вот, то есть сицилианская точно не мой дебют. Вот, ну окей, я думал, что хорошо. Он пошел со мной в ферзь b6, и я там что-то задумался, в итоге получил белыми хуже, но не намного хуже. Там позиция была примерно равная, да? И там на один момент настал ключевой, где Боря сделал ход, и я этот ход видел, и я видел, что я могу сыграть слон бьет f7, ферзь c4, ферзь c5, Мгм. и это будет ничья. Но в какой-то момент, там, опять-таки, там некоторые события, которые особенно происходят с Борей, я как бы иначе, как привидение руки Бога, я не вижу. Мгм. Вот, я вижу этот вариант, я понимаю, что надо играть, но в этот момент мне в голову заходит мысль, в принципе, а что я играю на ничью, да? Я же сыграл e4, чтобы бороться, да? Почему не сыграть на победу здесь? То есть мне достаточно ничьи, вот, но мне приходит мысль, что у меня позиция, в принципе, неплохая, у меня слоны смотрят на короля, я атакую, а почему не сыграть мне на выигрыш? Вот, у меня было преимущество времени, есть ничья, но я решил сыграть на выигрыш и смотрю этот ход, который я сделал в партии, и я совершенно зевнул его ответ. После чего я понимаю, что у меня стало просто хуже,
и что я упустил свой шанс на ничью, и теперь я, видимо, проиграю. В итоге я проиграл, и у нас блиц тайбрейк. Вот. И я не помню, что произошло, но как по каким-то соображениям я не успел восстановиться после этого тайбрейка. Первую партию играю черными, я опять почему-то играю на победу, пошел в голландскую. Причем играю ужасно, Боря просто по всем правилам шахматной игры, все по центру, все развил. Просто по центру меня разбил и выиграл партию. И последнюю партию, наконец, я играю белыми, я пошел в свою лондонскую систему. Ну, я уже после такого переворота, где у него в мозге сидит, я белыми проиграл четвертую партию, где я мог сделать ничью и выиграть матч. И это у меня в голове не выходит, и я просто не могу играть эти партии. И в итоге я проиграл, и я понял, что да, как-то интересно все в жизни происходит. Ну, опять-таки расстроился, но не сильно. Я был, с одной стороны, очень рад за Борю, потому что все-таки приятно видеть человека, который шахматам посвятил всю свою жизнь. Да, он всю свою жизнь играл, боролся. Я помню кандидатский в 90-х годах. Даже мы с ним вместе играли в Индии. Вот, он тогда проиграл Карпу, этот тяжелейший матч, когда я играл с Анандом, я помню, да. Вот, мне тогда повезло, потому что, на самом деле, если бы он тогда играл со мной матч, да, а не с Карповым, скорее всего, он этот матч бы выиграл. Вот. И, опять-таки, человек всю жизнь боролся. Для меня все-таки Боря всегда был авторитетом тоже. Вот. И я был очень рад за него. И особенно, когда он играл, потом обыграл Грищука в Казани, вышел на матч с Ананом, я болел за Борю, конечно. Вот. Он был очень близок. Я тогда помню, что они когда в Рапиде играли, у Бори было этот выигранный ладейное окончание. Но хорошие позиции были, да. Да, как у него просто ладейник выигранный был, но на него что-то нашло. Потому что я знаю, он с закрытыми глазами эту партию бы выиграл. И тогда бы он выиграл бы весь этот матч, стал бы чемпионом мира, да? Вот, но там на него что-то нашло. Не сложилось. Он ладейник не выиграл, да. Вот. Но опять-таки, проиграл я этот матч, проиграл, ничего страшного. Вот, я понял, что все-таки уже возраст, и последний раз я попробовал играть профессионально. Это, значит, был Кубок мира в Норвегии в 2013 году. И я тогда дошел до почти, по-моему, полуфинала. Я в четвертьфинале играю с Томашевским. Я тогда выиграл блестящий матч у Мамедярова. Я помню, там партия обошла все учебники. Это сицилианская. Вот, жертва фигуры с моей стороны неожиданно, да. И потом позиционный зажим такой прошел. Вот. И я проигрываю Томашевскому, вот, хотя примерно та же история повторяется, да. Белыми, черными первую партию сыграл в основное время матч ничью, а вторую партию в основное время играет белыми, и в какой-то момент у меня лишняя пешка, но она сдвоенная, и король под атакой. Но он не может уклониться от повторения. И здесь вот нормальный человек бы, он взял бы, сделал ничью, пошел бы играть в Рапид. Рапид я всегда здорово играл. Всегда играл здорово. Я знал, что в Рапиде я должен был Евгения обыграть, несмотря на то, что Евгений был на подъеме. Вот. Но какой-то, опять-таки, что-то меня тянуло, и я отклонил ничью, стал играть на победу и проиграл. Опять-таки, очень непрактичное решение было с моей стороны. Вот. Но, опять-таки, проиграл, ну, значит, все. Я после этого сказал, что я профессиональными шахматами закончил, потому что уже не так себя чувствую, решение применяю неправильное. Практическая игра уже уходит с силы и все такое. Вот. И это был 13-й год. Вот. После этого решил как бы просто наладить наконец свою личную жизнь. Через 2 года я встретил вот свою жену. Вот, то есть там, опять-таки, не хочу вдаваться в подробности, там фантастические истории были. Вот, с отцом, как всегда, мы поругались в очередной раз и долгое время не разговаривали. Потом я встретил Веру, да, переехал в Россию. Ну и начался тот период, мы с ней 2 года активно ездили, вместе играли по турнирам. Это был 16-й год, 17-й год. Вот, а потом как бы она приняла решение, что она начнет снова учиться, пойдет в университет. Таким образом,
В итоге поступил в университет, и в 2020 году мы переехали сюда, вот, во Францию. Вот, я как бы закончил с профессиональными шахматами, начал немножко тренировать, немножко играть в маленьких турнирчиках. Вот, и потом, когда началась вся эта история с ковидом, Мгм. ну, подался в стримеры, как и все, в принципе. И с тех пор стримлю. Вот. Я помню, первое время даже мы как-то проводили с Муразевичем вот эти вот матчи, команда на команду, его команду, на Мгм. мою команду. Вот, как-нибудь надо будет возобновить. Интересно было. Вот, и людям хорошо. И сейчас вот там, конечно, истории там другие пошли. Там в онлайн-шахматах очень много проблем в настоящее Мгм. время. Вот, особенно после того, как Chess.com купил вот этот вот Chess24, магнусскую Мгм. компанию. И как бы у них сейчас монополия на шахматы. И вот они проводят огромное количество турниров онлайн. Вот, те рапиды, которые они проводят, я считаю, там контроля больше, но вот эти вот их знаменитые Title Tuesdays, там огромное количество проблем, и у меня в последнее время с ческомцами очень много... Ну, проблемы там одни читеры, как бы, о чем, какие проблемы там? Кроме того, что там каждый второй читер Ну, или как бы каждый все это первый. понимают, но официально говорить об этом как бы... Да у меня он на канале Крамник об этом говорит каждый раз, поэтому. Да, ну, опять-таки, там совершенно очевидно для опытных игроков, для Мгм. игроков уровня, опять-таки, Владимир Крамник, там, других. Я Мгм. считаю, маломальски любой топовый гроссмейстер, который играл в шахматы, и который много лет провел в занятиях с движками вот этими, да, мы же сразу понимаем, какой ход делает движок, а какой делает человек. Ну, конечно, Понимаете? конечно. Вот. И там, когда молодежь приходит, пытается что-то из себя показать, хотя сами там играют на уровне мастера ФИДа, да, не имеют опыта игры там в этих турнирах, там с Карпом, Каспаровым, то есть они там демонстрируют там понимание позиции там сильнейшего движка, ну просто смешно становится. Мгм. Вот. Ну, понятно, что, опять-таки, все-таки эта компания, она частная, она защищает в первую очередь свои интересы. Конечно. Вот. А любой компании им нужен хороший имидж, да, то есть Ну и да, они какая не компания, хотят, не хотят. да, то есть и представляете, да, и вот есть вот все эти вот эти вот брендовские компании одежды, например, да, Мгм. если заместо всех этих молодых красивых людей они ставят, например, там, ну, людей там возраста 56 лет начнут рекламировать вот эти джинсы, да, ну это какой-то небольшой такой дисбаланс будет, да, разрыв шаблона, можно так сказать, да. Вот. И поэтому понятно, что у ческомцев у них больше вот, аспект на вот этих молодых шахматистов, они их немножко защищают, ставят их Мгм. на первые лица, компании, все такое, как бы другие шахматисты для них менее важные. Вот. Но сейчас идет небольшая борьба, я с ними стараюсь, я был терпелив с ними, но сейчас я начинаю с ними бороться тоже, я считаю, что некоторые вещи надо менять, вот, стандарты, их борьбы с читерами никуда не годятся, то есть сейчас идет борьба, да, вот, но посмотрим, надеемся. Гата, скажите мне последний вопрос, учитывая и Да. время, и все. Скажите мне, что вообще вот в итоге для вас оказались шахматы? Чем, Шахмат, чем шахматы оказались для вас? ну, как бы шахматы, с ними я прохожу всю жизнь свою, да. То есть, несмотря на то, что я как бы уходил из шахмат в 90-х годах, все равно я тогда играл с целыми днями на ICC. Я не могу сказать, Мгм. что я от них ушел в итоге, да. То есть я ушел от этих вот топовых турниров, я не играл в них. Опять-таки, лишь потому, что я хотел освободиться наконец от отца, Мгм. потому что он все время со мной ездил, все время пытался там, в общем, там, не хочу об этом говорить больше, вот, от влияния, в общем, этого освободиться. И когда я вернулся в шахматы, я уже играл больше для себя, уже тогда шахмат у меня как бы было и удовольствие, и понимание, и я понимал, что шахматы я уже играю для себя, вот, и для того, чтобы делиться своими знаниями, вот этими партиями с другими, да, чтобы показать людям красоту шахмат. То есть, когда я начинал в шахматы играть, я не понимал, что это вообще такое, да, просто мне сказали делать, я и делаю, да. Но со временем я понял, что шахматы, они включают в себя столько всего и очень много жизненных элементов, и как бы практической жизни они тебя не готовят, потому что известно, что очень многие Мгм. шахматисты профессиональные, да, в жизни они как дети, да. Вот. Да. Поэтому очень важно для таких шахматистов, чтобы рядом с ними был как бы спутник жизни, который как бы их дополняет в этом отношении. Мгм. Вот.
Но в качестве интеллектуального развития я считаю, что шахматы дают очень много. Они развивают вот этот аналитический способ мышления, они дают тебе понимание, развитие понимания соперника, но, естественно, они дают тебе как бы понимание людей тоже, да, то есть ты понимаешь, что ты не единственный, не эго, не пуп земли, да, есть другие люди, что у них тоже есть другие интересы, какие-то планы, надо это уважать. Вот это вот уважение к сопернику, уважение к его интересам и то же самое понимание того, что ты должен сам себя тоже уважать, да, я считаю, что это очень важная как бы часть шахмат. Ну, естественно, и спортивная составляющая, и составляющая как бы искусства, да, очень много геометрии, красивых мотивов. Вот. Психология, опять-таки, очень важна. То есть шахматы дают очень много, они очень созвучны с жизнью. В этом отношении я полностью согласен с Гарри Кимовичем Каспаровым, особенно когда он написал что-то свою знаменитую книгу, как «Шахматы имитируют жизнь». Вот. И опять-таки, я считаю, что шахматы все-таки в первую очередь, они, конечно, и спорт, но в первую очередь они все-таки более интеллектуальный вид спорта, и они развивают мозг, и мышление, мыслить независимо, освобождает тебя от немножко от как бы пропаганды и от зомбирования, которое происходит от телевидения, газет. Вот, и ты как бы создаешь свое собственное мнение, видение мира. И вот это, я считаю, самое главное на самом деле. А я, кстати, подумал, что не так много в мире людей, может быть, по пальцам одной руки можно перечислить, которые обыгрывали вот эту плеяду чемпионов мира от Карпова до Карлсона. Карпов, Каспаров, Крамник, Ананд, Карлсон. Я даже не знаю, вот надо подумать, кто, если не брать их пятерых, кто их пятерых обыгрывал? Не, ну наверняка там... В классику. Я наверняка уверен, что все люди, которые были в топовых вот этих позициях, кандидатских рейтингах, листах, они все примерно играли в одинаковые силы. Просто, опять-таки, чемпионам немножко везло больше, или у них был больше вот этот характер, желание победить. Вот. Потому что, когда играешь за доской с Карповым, Каспаром, ну, буквально ощущалось, что они хотят тебя размазить не только на шахматной доске, но вообще стереть тебя как шахматную личность вообще. То есть это убийство, да, там, убийственное желание выиграть, это у них ощущалось очень сильно. У модерн вот этих вот людей, как типа Карлсона, ощущается, что они хотят тебя доказать, что они лучше тебя играют, да. То есть, но не убить, да. В буквальном смысле, когда Гарри Кимович снимал пиджак и показывал свой бицепс, вспоминали слова Высоцкого с песни, да, там, про Фишера. Даже снял для верности пиджак, да. Да. Вот. Анатолий Евгеньевич, он как бы, у него был тоже такой вот, как мастер вот этого кунг-фу, как их Ип-мен примерно, понимаете, да, там. Он первый удар не нанесет, но он даст сдачи точно, да. Гата, спасибо вам огромное, спасибо за для меня неожиданно очень откровенную беседу. Я даже, честно, не был готов к... То есть я о многом был наслышан, но я не ожидал, что вы так покажете такую жизнь, которой вы жили. Это трудно себе представить со стороны, все это понять невозможно, представить себе невозможно. И ваша судьба, она очень-очень-очень непростая судьба, но мы вам... Ну, у многих непростая, каждый просто, опять-таки, борется по-своему. Ну, я надеюсь, конечно, вы там какой-то эдит сделаете, да, там не все же пойдет, очевидно. Нет, я никакого эдита делать не буду, Гата. Не будете делать эдит? Нет, это ваши слова, это наш эфир с вами, я ничего вырезать не хочу. Вот, раньше я, конечно, много об этом не говорил, но просто сейчас, вот, когда становлюсь постарше, я понимаю, что на самом деле людям важно дать знать, что происходит иногда из-за сцены, иногда за всеми этими улыбками фальшивыми в интервью, типа все хорошо, но на самом деле есть проблемы у многих людей, у многих спортсменов, да, они это не показывают, оно есть. И это надо знать перед тем, как куда ты идешь и какие риски ты будешь брать на себя, когда ты будешь заниматься чем-то определенным или фокусироваться на чем-то, да. То есть просто я считаю, что это важно эту тему вскрыть и понимать, что за этим стоит, что стоит за каждым чемпионством, какие sacrifices, как говорится, да, надо сделать. Жертвы, да. Жертвы, да. И не только твои, а все, которые рядом с тобой находятся, как бы. Вот. И готов ли ты к этому, да. То есть
Я считаю, что вот это понимание, оно как бы, общая оценка позиции должна существовать перед тем, как ты должен сделать свой жизненный ход. Да. Спасибо, Гата. Спасибо вам огромное. Всего вам самого доброго. И Спасибо, тоже Илья, спасибо, да. что дали Ну, интервью. лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, то, что я как-то не мог прийти, Да, о чем речь вообще? как-то Без оправдалось. проблем. Хорошо, я, кстати, иногда ваш Спасибо. канал смотрю, вот, так что интересно, спасибо, так держать, как говорится. Спасибо. Спасибо Вот, большое. до встречи, до свидания.